Внезапно из ниоткуда появляется светящийся желтый старик и, наслаждаясь вечерней прохладой, исчезает, чтобы найти очередную жертву, чью жизнь он разрушит. Парень наслаждается вечерней прохладой, разглядывая рекламные вывески на зданиях, пока не приходит к дому самого тупого человека 2024 года. В это время Лин сидит в своей комнате, дожидаясь полуночи, чтобы в одиночестве отпраздновать свой день рождения, как обычно ест торт. Тем не менее, Лин все равно улыбается и радуется, несмотря на то, что он самый одинокий человек на свете. Вскоре после того, как часы бьют полночь, он остается один, чтобы отпраздновать свой день рождения, не подозревая о том, что в следующую минуту его ждет нечто ужасное. Когда наступает час, дух дает о себе знать, мигая светом в комнате и пугая Линна так же, как в пятницу вечером меня напугал фильм ужасов. В отличие от меня, который был напуган до смерти, Лин берет себя в руки и с невозмутимым видом встречает опасность. В конце концов, он берет в руки талисман, защищающий от духов, и направляет его на дверь, где, как предполагалось, должен был находиться дух. Дух, который просто развлекался, пугая нашего мальчика, не торопится, позволяя Линну использовать все известные ему способы защиты. Как раз в тот момент, когда Лин собирается позвонить по номеру 33. В этот момент Лин уже был готов наложить в штаны от страха. Затем, в мгновение ока, старик телепортирует Линна в пространство между миром живых и духовным миром. Там он объясняет Линну свои намерения, давая понять неудачнику, что отныне тот будет совершенствоваться в духовном мире. Прежде чем Лин успел что-либо сказать, старший брат наколдовал в своих руках дьявольский красный шар и окутал им Линна с ног до головы. Эта штука, которую он называет системой бога войны, дает Линну возможность почувствовать себя в реальном мире, как в компьютерной игре. Однако все происходит слишком быстро, и Лин не успевает ничего понять, как его окутывает аура старшего брата. Когда трансформация завершается, Лин получает новое духовное тело, совместимое с режимом системы бога войны, и в качестве бонуса старший брат дает ему рекомендательное письмо, с которым он может поступить в Высшую Академию Магии Джуза в духовном мире. Лин сначала очень смущается, но прежде чем старший брат успевает что-то сказать, он быстро соглашается учиться в этой академии. Старший брат немного удивлен, услышав, что Лин просто согласился на его просьбу, и спрашивает, почему он так рвется учиться. Лин рассказывает ему о своей мечте изучать магию в мире живых. Теперь, когда он в духовном мире, он может постараться изо всех сил, чтобы научиться магии у самого ее истока. Старший брат смеется над ним за то, что он такой глупый и не видит, что его просто обманывают. Перед тем, как уйти, он говорит Линну несколько ободряющих слов и поднимается на небеса, как это сделал бы ваш первый рыцарь, который, сделав свое дело, остается один и радуется тому, что наконец-то попал в источник магии совершенствования в духовный мир. Через несколько секунд после того, как старший брат Линна ушел, он получает своего системного духа, который называет себя Дин Донг, и знакомится с ним. Система предупреждает его, чтобы он никому не рассказывал о том, что у него есть такой дух. Поэтому Лин старается не разговаривать с ним, когда рядом находятся другие люди. И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Процесс слияния системы прерывается и превращается в энергетический шар прямо перед ними. Чтобы спасти человека, который пытается попасть в духовный мир, Дин Донг говорит Линну, что нужно поглотить энергию. Лин делает это, и в конце концов девушка его мечты выходит из портала. Когда девушка наконец оказывается на земле, она обнаруживает, что стоит на лице Линна. К счастью, она слезает с бедного Линна и представляется ему. Увидев ее красоту, Лин влюбляется в нее с первого взгляда, и наш гордый братец смущается и не может с ней заговорить. Пожав ей руку, Дин Донг, идеальный помощник, дает Линну совет, как влюбить в себя девушку. После того, как Лин переоделся, девушка с восхищением смотрит на него, и он предстает перед ней в более подходящем наряде. Она удивленно спрашивает, как ему удалось так красиво одеться, и Лин придумывает дурацкое название, которое пришло ему в голову. К счастью, девушка не видит, какой он придурок, и спрашивает, откуда он родом. Лин говорит ей, что он родом из страны Хангшу и не принадлежит ни к какой секте. Хотя это немного шокирует девушку, она все равно представляется как Шу Сяолань и говорит, что она из секты Алой Птицы. Затем она просит его рассказать, как он попал в это место, и он показывает ей рекомендательное письмо. Сяолань сразу же пожимает ему руку и приглашает пройти с ней в ворота, чтобы они быстрее добрались до академии. Сердце Лина замирает, когда он видит девушку своей мечты. Дин Дон записывает их разговор и показывает всю сцену, которая разворачивается перед ним. Вскоре они добираются до Высшей Академии Магии Чжучжоу, которая, как оказалось, была основана Небесным Союзом. Джоалан останавливается, чтобы рассказать ему об истории этого места, а затем ведет его в зал для студентов. Прежде чем они туда попадают, Лин замечает, как несколько девушек-студенток пролетают у него над головой и просит Сяолань рассказать ему, какой техникой они пользуются. Сяолань объясняет ему технику полета, а затем присоединяется к толпе, когда они слышат, как несколько тысяч студентов выкрикивают номер своего класса. Добравшись до места, Лин наконец-то вспоминает, что нужно сделать, чтобы узнать, кто из студентов какой уровень имеет. Студенты должны прикоснуться к сияющему божественному монолиту, чтобы увидеть свои результаты на нем.
Перед началом церемонии Сяолань рассказывает Лину о природе и происхождении монолита. В этот момент монолит ярко вспыхивает, и первый студент Вэй Цзи наконец узнает свой уровень. Все восхищаются блестящими способностями хмурого Вэй Цзи, и он первым входит в класс. Следующий человек, который также является выдающейся личностью в духовном мире, Сюань Юань, представляет рекомендательное письмо от высшего существа и производит впечатление на всех присутствующих. Даже Шаолан разбивает сердца всем нам, когда влюбляется в этого симпатичного парня. Лин замечает это и спрашивает ее об этом. Шаолан проявляет к нему братскую любовь, чтобы он отстал от нее, и продолжает наблюдать за тем, как ее возлюбленный делает свое дело. После определения его духовного уровня, какой-то парень из толпы, похожий на типичного воина-клавишника, называет этого сильного мужчину своим дядей, потому что он такой же сильный, как его отец, и надеется, что однажды тот будет к нему добр. Лин, с другой стороны, не был впечатлен этим парнем, так как он подумал, что с настоящим Шуан Юанем что-то не так. Следующим был Шу Шаолан, и она подошла к монолиту, чтобы положить на него руку. По результатам проверки она попадает в первый класс и возвращается к своему возлюбленному Линну. К тому времени этот парень уже заметил Линна и задавался вопросом, что он делает с девушкой, фотографию которой он видел каждый вечер. Лин игнорирует этого дурака и подходит к преподавателям, чтобы пройти проверку. Сначала он испугался, но потом собрался с духом и преодолел свой страх. Он достает рекомендательное письмо от старшего брата и показывает его преподавателям. Преподаватель берет папирус, открывает его и узнает, что рекомендательное письмо на самом деле от VIP-персоны, мастера-обманщика Лу. Другой преподаватель, взглянув на Линна своими фиолетовыми глазами, видит, что тот скоро совершит нечто великое. Чтобы еще больше напугать Линна, он говорит на ломаном английском и представляется ему. Оказывается, это преподаватель Мин Юань, который преподает нумерологию в академии. Сделав свое предсказание, он заставляет Линна почувствовать себя лучше, чтобы тот смог без страха прикоснуться к монолиту. К сожалению, даже броня из сюжетной линии не помогла Линну улучшить свой результат, так как он получил 0 баллов. Но даже несмотря на это, он все же смог попасть в первый класс, и это вызвало недовольство у некоторых учеников. Сразу после объявления результатов в толпе поднялся шум, и вскоре Линна вытолкнули из толпы. После того, как он ушел, преподаватель вызвал следующего ученика, мастера по произношению, чтобы тот продемонстрировал свои способности. Как обычно, он оказался на более низком уровне, чем большинство других, что и ожидалось. Лин возвращается в толпу и просит прощения. Но его ситуация еще больше усугубляется тем, что Лю Дабао, тот самый мастер по произношению, попал в 100-й класс во всей школе. В этот момент элитные ученики, включая Вэй Цзи, очень разозлились из-за несправедливости и потребовали, чтобы Лин доказал, что достоин учиться в первом классе. Вместо того, чтобы вступить в бой, Лин, следуя своей духовной системе, решает как можно скорее покинуть это место. К счастью, Шаолан подумал о том же и увел его в другую часть школы. Позже тем же вечером Лин чувствует себя неловко из-за того, что он бездельничает в школе, поэтому он просит Дин Донга рассказать ему, как можно повысить свой уровень. Дин Донг открывает учебник и учит его общаться с помощью мыслей. Лин быстро осваивает все, что нужно, и продолжает читать ужасные инструкции, чтобы повысить свой уровень. Чтобы быстрее перейти на следующий уровень, он делает от 10 до 20 отжиманий, повышая свой уровень каждый раз, когда заканчивает упражнение. Он останавливается, когда задача становится для него слишком сложной, и решает попросить помощи у Сяолань. Он выходит из дома и идет по темным и тихим улицам, чтобы проведать Шаолан. Через несколько минут после того, как он вышел из дома, на него нападает ниндзя в черном комбинезоне. К счастью, Лин заметил его приближение и вовремя активировал свои духовные глаза, чтобы увернуться от атаки и дать отпор. После быстрого сканирования Лин понимает, что этот враг — толстый мужчина, который тоже находится на 3-м уровне. Лин продолжает уклоняться от его атак, но, к несчастью для него, этот неудачник оказался намного сильнее. В какой-то момент в их схватке он останавливается, чтобы поговорить о некоторых вещах, но опять же двум дуракам, у которых нет мозгов, не о чем разговаривать. Они продолжают сражаться, и толстяк использует талисман, который почти лишает Н сил. Если бы не его духовная система, которая подсказали ему не уклоняться и не блокировать атаку, а просто поглотить ее с помощью другой техники, Лин уже давно превратился бы в кровавое месиво. Когда самозванец высвобождает световой барьер, появляется Джиа Линь, чтобы спасти своего младшего брата Анну. Сразу же после отражения атаки она просит Анну Лин рассказать, что он здесь делал, и Лин говорит, что он просто искал ее и просит ее помочь ему. В этот момент настоящий воин Лю Дабао кричит, стоя в нескольких метрах от двери Лин, чтобы она вышла и встретилась с ним лицом к лицу. Это сбивает всех с толку, потому что они думают, что враг — это переодетый Лю. Прежде чем они успевают сложить 2 и 2, враг нападает на Сяо Лань, и Лин бросается ей на помощь. В результате удара, который он принял на себя, используя технику небес, все его тело почти онемело от напряжения. Сяо Лань беспокоится, что Лин может умереть так же, как ее первый волосок на лобке, когда она была подростком. После этого случая у воина-клавишника хватило наглости прийти и бросить Лин вызов. К счастью, Шао Линь прогоняет его и сосредотачивается на слабом Лин, надеясь вовремя его спасти. Через несколько секунд, когда Лин наконец заговорил, он признался, что просто хотел напугать свою возлюбленную, потому что ему нужно было совершить прорыв, чтобы подняться на 4-ю ступень корпоративной лестницы. Сяо Лань рассмеялась и взяла на руки большого ребенка, чтобы они могли поговорить о своих мечтах под звездами.
Сяо Лань ценит потенциал Лин, но все равно хочет быть его няней, пока он не станет достаточно сильным, чтобы самому о себе заботиться. С этими словами она просит у него разрешения быть его няней и получает его согласие. Дин Дон записывает их разговор и со временем укрепляет связь между ними. На следующий день Лин вместе с Сяо Лань идет в школу и терпит насмешки, которые сыплются на него со всех сторон из-за того, что он такой неудачник. Когда он вспоминает свой первый день в школе, то понимает, что все пошло не так с самого начала. Он не только нажил себе врагов в школе, но даже настроил против себя учителей. Накануне вечером учитель, к которому он обратился за помощью, решил быть с ним особенно строгим, чтобы как можно быстрее его отчислить. Сяо Лань изо всех сил старается его подбодрить, но, к сожалению, у нее это плохо получается. Со временем он открывает свой духовный взор и начинает прислушиваться к разговорам окружающих. Если бы он не лез не в свое дело, то, возможно, ему не пришлось бы слышать, что они говорят о нем и Сяо Лань. После того, как он услышал, что они говорят о нем, он обещает им отплатить той же монетой. На первом уроке Лин испытывает шок, когда понимает, что их учитель дерево. Он спрашивает об этом Сяо Лань, и она говорит ему, что это форма, которую приняло его развитие. Кроме того, она рассказывает ему о третьем ученике, которого рекомендовало высшее существо, которое тоже учится в их классе. Лин внимательно слушает и наблюдает, как красивая молодая девушка появляется в классе через портал AliExpress. Прежде чем она подходит к нему слишком близко, он пытается определить ее уровень и в итоге ничего не видит. Когда она наконец подходит достаточно близко, чтобы ее можно было разглядеть, он восхищается ее красотой и заставляет Сяо Лань ревновать. Вскоре после этого появляется Чжуань Юань, и все парни и девушки восхищаются его красотой. После того, как в класс приходят элитные ученики, Шао Линь жалуется на то, что мир несправедлив. Что касается Линя, то он ненавидит их только из-за того, что они скрывают от всех свои секреты. Сяо Лань спрашивает его, не завидует ли он их силе, но Линь отвечает, что нет, он просто их боится. Его пугает их скрытая сущность. В то время он еще не знал, что его злейший враг Вэй Цзи, нахмурившись, смотрел на него своим уродливым лицом. Наконец урок начинается, и дерево впервые за все это время начинает говорить. Он представляется как Конг Цин и объясняет лишь некоторые вещи, прежде чем приступить к настоящему уроку. Линь, услышав всю эту тарабарщину, которую нес этот человек, смущается и оглядывается по сторонам в поисках кого-нибудь, кто бы согласился с ним. В этот момент он видит, что все пытаются сконцентрироваться на своей духовной энергии и немного разочаровывается в себе, понимая, что он ничего не знает. Он пытается поговорить с Сяо Лань, но ей не разрешают ничего сказать во время урока. На следующем занятии Линь узнает, что на этот раз их будет учить фехтованию воин. Воин представляется и говорит, что он сражается на передовой. Затем, после странного вступления, ученики снова принимают позу и продолжают медитировать. На следующих нескольких занятиях Линь понимает, какой он неудачник, потому что не может понять большую часть того, что преподают на уроках. Наконец, он попадает на урок по боевым искусствам и узнает, что их учитель – женщина с красивой фигурой и грудью. Она представляется как старшая Юэинь и раздает всем телефоны с более чем сотней популярных приложений, чтобы они могли играть на них во время урока. Она назначает Линна представителем всего класса, а затем оставляет учеников развлекаться с телефонами. В этот момент Лин испытывает отвращение, потому что его тупой мозг уже ничего не воспринимает. Что, черт возьми, эти ученики делают со своим временем? Он просит учителя дать ему возможность нормально учиться, но старшая Юэинь лишь шикает на него и просит продолжать играть. После урока Лин и остальные идут на урок нумерологии, где знакомятся с печально известным учителем, который рассказывает им кое-что о нумерологии. Он объясняет цели и задачи урока, и Лин очень воодушевляется тем, что его ждет. Затем он объясняет, что на первом уроке они будут учиться засыпать на весь урок, а на следующей неделе анализировать свои сны. Что касается Эн Лин, которая не имела ни малейшего представления о нумерологии, учитель делает исключение и освобождает его от занятий на первом уроке. Как вы уже знаете, Эн Лин спит на первом уроке и половину второго. В конце концов, Сяо Лань настолько жалеет его, что будет. Очнувшись после того, как восстановил последнюю измученную битвой с Сюань Юанем клетку мозга, Лин готов к встрече с двумя учениками второго дня в школе. Он видит их учителя-человека и спрашивает Шаолиня, все ли они еще в классе смертных. На этот раз Сяо Лань говорит ему, что они уже давно вышли за рамки этого и теперь учатся в классе магии. По ходу урока Шаолин и ее парень продолжают отпускать колкости в адрес случайных прохожих. В какой-то момент Шаолин рассказывает ему о магическом спарринге, который учитель собирается провести через несколько минут. Чтобы защитить Лина и не дать идиотам, которые считают его недостойным находиться в классе, подглядывать за ними, Чжао Лань просит Лина быть ее партнером на спарринге, чтобы он не пострадал. Лину сначала эта идея не понравилась, но когда он оглянулся и увидел лица своих врагов, он быстро оценил ее по достоинству. Когда пришло время, учитель вызвал старосту класса Сюань Юаня на сцену, чтобы тот стал первым претендентом. Затем она повернулась к Лину и предложила ему выйти и сразиться с ним, чтобы он мог проиграть достойно. Сяо Лань не позволит учителю издеваться над ее парнем, поэтому она встает и просит учителя позволить ей заменить
убить Лина, чтобы он не пострадал. Однако учителю не понравилась идея, что мужчина будет защищать свою задницу от девчонки, поэтому она обращается к Лину и говорит ему выйти и сразиться. Лин встает и уверяет Сяолань, что все будет хорошо. Однако Шаолин все равно не позволит Лину рисковать своей жизнью в бессмысленной драке. Поэтому она нарушает правила и сражается с Сюань Юанем, используя все свои способности. Сюань какое-то время отражает все ее атаки, связанные с огнем, а затем окружает себя защитным куполом из магической энергии, чтобы отразить все последующие атаки Сяолань. Сидя на своем месте, Лин духовным зрением увидел брешь в магическом куполе, но у него не было времени предупредить Сяолань о своей слабости. Вскоре после того, как Жуань нанес ему несколько ударов, он решил перейти в наступление. В этот момент Лин был готов сражаться с ним изо всех сил. Сяолань усилила натиск, но Жуань загнал ее в угол и чуть не поразил ее разрушительной магической атакой. Как раз в тот момент, когда атака должна была застать ее врасплох, появляется Лин и активирует свою небесную магию, чтобы отразить атаку. Лин сохраняет самообладание и наносит Жуаню удар в то место, где он не ожидает нападения. Жуань, уверенный в том, что все идет по его плану, ослепляет Линна и Сяолань своими белыми цепями, а затем выпускает мощный энергетический заряд в Линна. Но прежде чем энергия достигает его, предыдущая атака Линна пробивает брешь в магическом куполе, и Лин получает всеобщее признание. В одно мгновение он превращается из худшего ученика в классе в самого умного, и даже его противник Жуань потрясен. Бой заканчивается в мгновение ока, и Лин переходит на 4-й уровень. Он получает хорошие награды и заслуженное приветствие от Жуаня, который всегда проигрывает. После боя Лин и его девушка обмениваются шутками. Несколько мгновений спустя светящееся желтое кольцо с бородой подлетает к учительнице и представляется как Йохуа. Кроме того, он просит учительницу помочь ему на поле боя, где он сейчас находится, и учительница отпускает класс, прежде чем поговорить с Эн Лин. После того, как она исчезает, Сюань Юань подходит к Эн Линну и заводит с ним дружбу. В отличие от неудачника Вэй Цзи, Сюань был очень умным и обладал потрясающими лидерскими качествами. Лин, будучи пай-мальчиком, оценил его подход и попросил у богатенького парня денег. К счастью, Сюань был в хорошем настроении и дал ему 5 духовных камней, чтобы тот мог потратить их на себя. Возвращаясь домой, Хуан спрашивает Линна, не является ли он военным стратегом. Лин отвечает утвердительно, и они обмениваются никами на форуме Discord и становятся еще более близкими друзьями. И как будто этого было недостаточно, еще один отличник в классе, старшеклассник Сью, подходит к Линну и просит его стать его другом. Естественно, Лин соглашается и быстро возвращается домой, чтобы провести остаток дня в свое удовольствие. Позже тем же вечером старший преподаватель магического класса Йохуа встречается с учительницей, чтобы обсудить потенциал учеников в предстоящей битве за свободу. Учительница говорит ему, что она болеет за Эн Линна, а не за кого-то из элиты. В то же время Дин Донг объявляет о битве за свободу, обращаясь к Эн Линну, и предупреждает его, что он должен постараться войти в число 50 лучших учеников, чтобы получить шанс выиграть магический артефакт в лотерее. Дин также рассказывает о специальных заданиях, которые будут проводиться в ближайшее время, и требует, чтобы Лин принял в них участие. Если он не выполнит задание вовремя, то застрянет в теле симпатичной девушки на целый год. Вот черт. Той ночью Эн Лин снится, что он провалил испытания и задания, которые еще даже не начались. Он вынужден пережить ужас всеобщего внимания в школе и считает это невыносимым. К счастью, братишка проснулся и понял, что его достоинство осталось при нем. Времени у него было немного, но он быстро собрал и поглотил около 130 духовных камней, чтобы повысить свой уровень до 7 класса. Сразу после повышения уровня Лин проверил свои новые способности и понял, что может наносить несколько быстрых ударов за 2 секунды. И вот Дин показывает ему карту битвы за свободу. Судя по описанию, битва за свободу будет похожа на королевскую битву, в которой примут участие более 50 человек, и продлится она всего 3 дня. В эти 3 дня каждый участник должен будет пройти серию испытаний и битв, в которых выбывшие будут устраняться так же быстро, как твой папа, когда он пытался сделать твою воображаемую сестру в ту ночь. Другими словами, это будет новый тип PUBG, и безопасная зона в нем будет уменьшаться быстрее. Лин проверяет свой рейтинг и понимает, что он даже близко не входит в топ-50. Дин объясняет ему, что он должен постараться уменьшить ненависть к нему окружающих, чтобы быстрее повысить свой уровень. Однако Лин знает, что за 1 месяц это сделать невозможно. Он начинает принимать суровую реальность того, что он девушка, и весь день думает об этом. По дороге в школу с Шаолан наш лучший дурачок начинает спрашивать всех вокруг, будут ли они любить его и дружить с ним, если он будет девочкой. Ну, скажем так, не всем это интересно. В какой-то момент Сюань, Су и Шаолань тайно встречаются, чтобы обсудить странности, которые они заметили в поведении Линя в последнее время. Лин застает их за разговором и спрашивает, о чем они. Именно тогда Су назвала его мясным лордом и заставила его съежиться сильнее, чем твои яйца во время твоего первого раза. В конце концов, смущение заставило его пообещать своей системе, что теперь он будет повышать свой уровень сильнее, чем когда-либо. Чтобы сделать это, Лин еще раз проверяет свой интерфейс, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь короткие задания, которые он может выполнить, чтобы повысить уровень как можно быстрее. Его дурацкая система дронов заставляет
заставляет его галлюцинировать о жизни красивой девушки. К счастью, Лин быстро пришла в себя и приказала своей системе дать ему задание, которое стоит выполнить. Система выдает задание и показывает ему кратчайший путь, по которому он может мгновенно перейти на 8-й уровень. Если он сможет победить в бою кого-то с 9-м уровнем или выше, например, Сяолань, то он сможет сразу же подняться до 8-го уровня. Кроме того, теперь, когда он изучил 7-ю форму, он может использовать сущность навыка горной магии, чтобы изучить магию высоких шин. С помощью этого Лин сможет наконец подняться на первое место в рейтинге 5000, а также повысить свой уровень в целом. У Лина внезапно появляется луч надежды, и он спешит попросить Сяолань притворно сразиться с ним и позволить ему победить, чтобы он мог легко повысить свой уровень. На следующий день по дороге в школу он задает Сяолань несколько вопросов и понимает, что она не только находится на 10-й стадии, но и находится на «я спешу как можно скорее добраться до вершины». Когда приходит время задать вопрос, который мучает его братишка, он теряется. Шаолан замечает это и спрашивает, не связано ли это с лучшей подругой девушки, о которой он говорил раньше, но Лин обещает, что теперь он изменился. Чиолин думает о том, что он сделал для нее в прошлом, и говорит, что он единственный, кто занимает ее сердце. Вместо того, чтобы собраться с духом и пригласить ее на свидание, он выпаливает это и просит помочь ему овладеть магией, чтобы стать сильнее. Как ни странно, Шаолан пожал плечами и согласился помочь ему. После того, как Лин опозорился перед самой красивой девушкой в школе, он пришел к Сюань Юаню, чтобы попросить его о помощи. Однако Сюань Юань идеальный парень, с которым девушки никогда не будут вести себя правильно, поэтому он убеждает Линна быть более сдержанным, чтобы он мог упорно трудиться и достичь более высокого уровня. Лин игнорирует советы этого идиота и пытается снова пригласить Сяолань, чтобы она притворилась дурочкой, и тогда он сможет легко победить ее и повысить свой уровень. И снова братишка не смог правильно все понять и в итоге все испортил. Хотя в его защиту Сяолань была очень милой, с этой ее улыбкой, от которой таяло сердце и все такое. Когда у него наконец появляется еще один шанс сказать то, что он хочет, Лин просит ее собрать информацию обо всех экспертах в школе, включая их слабые стороны. Наивная Шаолан соглашается помочь ему и сразу же принимается за дело. После второй встречи с Шаолан, Лин встречается с Сюань Юанем и умоляет его притвориться его врагом, чтобы он мог повысить свой уровень. К счастью, Сюань Юань набирается смелости и признается Линь в своих чувствах. Сразу после этого Линь встает, вежливо благодарит его за это и решает сначала спросить Сяолань, прежде чем подвергать опасности жизнь такого хорошего друга. В следующей сцене Линь ведет Сяолань в романтическое место в школе и встает перед ней на колени, как будто собирается сделать ей предложение. Сердце Сяолань уже готово было выпрыгнуть из груди, когда она ждала, что Линь задаст ей вопрос. Линь достаточно долго нагнетает чувственную атмосферу, а затем просит ее притвориться слабой, чтобы он мог незаметно напасть на нее и повысить свой уровень. Сначала Сяолань не поверила словам Линя. Она подумала, что неудачник просто пытается выразить свои чувства, надеясь, что она поймет его. Но она не знала, что Линь был жалким трусом, который действительно мог напасть на девушку, не дав ей возможности защититься, лишь бы получить желаемое. Ну, она подыгрывает ему и прогоняет его. Позже, в тот же вечер, играя в игру с Сюанем, Линь просит научить его, как добиться расположения Сяолань с первого раза. Сюань обучает его технике, которая позволит ему связать Сяолань во время их следующей встречи, а затем напасть на нее, когда она не будет этого ожидать. На следующий день Линь в последний раз предупреждает ее, прежде чем подойти к ней поближе. Лицо Сяолань уже пылало от возбуждения и смущения. Не выдержав, она встала и отвернулась, протянув Линь вещи, которые он просил ее принести. Линь видит, что у него появился шанс напасть на нее, и без сожаления связывает ее белыми цепями. Как раз в тот момент, когда он собирался ударить Сяолань, он увидел слезы на ее лице и остановился на полпути. К несчастью для него что-то произошло, и Лин случайно положил руку на левую грудь Сяолань. Прекрасно понимая, что он влип по уши, Лин несколько секунд ощупывал ее грудь, прежде чем убрать руку. Сяолань, которая уже была очень расстроена, убежала, плача навзрыд и проклиная Линна при каждом удобном случае. Как только она ушла, Лин бросился к Сюаню, чтобы выплакаться у него на плече. Сюань сказал Линну, чтобы он не переживал из-за случившегося, и попросил его извиниться перед Сяолань, пока она не возненавидела его по-настоящему. К вечеру Лин открыл книгу, которую ему дала Шаолан, и изучил слабые и сильные стороны других неудачников в его классе. Пока он читал, он съел немного духовной пищи и почувствовал, как у него заурчало в животе. Продолжая читать книгу, он нашел письмо, написанное ему Сяолань. Прочитав письмо, Лин разрыдался как ребенок из-за того, что он так поступил с такой замечательной девушкой. Лин был готов немедленно пойти к Шаолан и извиниться, но действие горной пищи, которую он только что съел, уже начало проявляться. Единственный способ избавиться от ее воздействия – это провести 13 дней в туалете, очищая организм от вредных веществ. Дин Дон помогает ему следить за процессом, отображая полоску состояния над его головой, чтобы он мог видеть, сколько времени он провел в туалете. Через 10 дней начнется битва за свободу, и Лин должен как можно скорее собраться с духом и вытерпеть боль. Что касается Шаолан, то она всю ночь думает о Шаолане и о том, что произошло между ними. Она пытается убедить себя, что Лин придет извиниться, но пока ничего не происходит. На следующее утро Лин в очередной раз опорожняет кишечник и понимает, что ему осталось всего 3% до завершения процесса. В таком состоянии Лин закончит свою миссию через 13 дней, и ему нужно как можно больше испражняться. В тот день Лин пропускает занятия и заставляет всех, включая Шаолан, волноваться о нем.
Тем временем Дин Донг продолжает сообщать ему о том, сколько ненависти он вызывает, пока Лин опорожняет свой кишечник. В тот же вечер Сюань Юань приходит проведать его. Лин делает все возможное, чтобы не выдать Сюаню свой секрет. К счастью, Сюань все понял и решил помочь ему с техникой совершенствования. Он успокаивается и начинает петь мантру, которая помогает Линну испражняться гораздо эффективнее. Лин испытывает оргазм, когда все выходит из него через дырку в заднице, как по маслу. К концу вечера его шкала прогресса наконец достигает 15%, и Лин очень благодарен Сюаню за помощь. Прямо за дверью общежития Лин Шаолан и ее подруга подглядывают за беднягой Лином, который был занят тем, что его внутренности опорожнялись не напрямую, а через Чжуана. Подруга Сяолан беспокоится за Линна, когда слышит крики, доносящиеся из дома Линна, и спрашивает Сяолан, не пойдет ли она проверить, как он там. К сожалению, гордость Сяолан не позволяет ей пойти и проверить неудачника, пока он не лишится ануса. Тем не менее, его духовная калория обогащает почву вокруг этого места и в конечном итоге способствует тому, что деревья становятся более крепкими и здоровыми. Так продолжается несколько дней, пока не наступает день X. За несколько минут до того, как он должен будет пройти очередной уровень, Лин собирается с духом и прекращает опорожняться, чтобы принять участие в битве за свободу и побороться за главный приз. На студенческом собрании все вокруг с благоговением наблюдают за тем, что происходит с Линном, потому что он выглядит и чувствует себя не очень хорошо. Перед объявлением появляется наблюдатель в образе собаки, который стоит позади Линна и называет себя Дубаем. Он прыгает, пугая молодого парня. Большой лохматый пес замечает, что Линну больно, и решает позаимствовать немного духовной энергии, чтобы самому набраться сил и вытерпеть боль. Он также подбадривает Линна и угрожает, что если тот не справится, то он устроит публичный скандал. Затем появляется старший Юхуа и представляется студентам, прежде чем рассказать им об особенностях предстоящей битвы за свободу. Чтобы занять более высокое место в предстоящей битве за свободу, нужно не только стать сильнее, но и убить больше врагов и набрать больше боевой мощи. Для защиты Юхуа окутывает учеников золотым защитным светом, но предупреждает, что не стоит слишком рисковать, так как золотой свет может исчезнуть, если зайти слишком далеко. После этого он объясняет еще несколько вещей и отправляет учеников в королевство, когда придет время. Сразу после того, как ученики уходят, Юхуа отправляет инструкторов на место проведения битвы, чтобы убедиться, что все правила соблюдены. Через несколько мгновений после того, как Лу Дабао, он же Япи, попадает на поле боя, он сталкивается с Линном и с удивлением замечает, как сильно Лин вырос за это время. Вэй Цзи, профессиональный хмурый парень, выгоняет всех из своего пространства и остается один. Что касается Сью, то к ней подходят двое лысых мужчин и начинают оскорблять ее, как будто она ребенок. К счастью, девочка не растерялась и показала им, кто здесь главный. Буквально через несколько минут после начала боя десятки неудачников были уже повержены и выброшены в коридор. Лин с серьезным выражением лица подходит к Япи и просит у него туалетную бумагу, чтобы вытереть задницу после того, как он наложил в штаны. Япи сначала подумал, что Лин хочет его убить, но, услышав его просьбу, он быстро дал ему то, что он хотел, и отпустил его. Как только он ушел, появился Вэй Цзи и попросил Япи сказать ему, куда направился Лин. К счастью, Япи показывает ему неверное направление, но прежде чем Вэй Цзи уходит, он просит Япи собрать всех его одноклассников-неудачников и передать их ему, чтобы он мог победить их и подняться в рейтинге. Каждую минуту тысячи студентов выбывают из игры. Чжаолин стоит на высоком дереве и наблюдает за происходящим на земле, прежде чем вступить в бой. Что касается Эн Лин, то она видит, как ее брат тихо сидит в кустах, и до конца его ужасного дня остается всего 5 минут. К несчастью для бедного Линна, появляется какой-то неудачник и показывает свою задницу, чтобы бросить ему вызов. Лин умоляет парня дать ему еще 5 минут, чтобы они могли сразиться честно и открыто. Однако тут появились другие и начали спорить, кто из них сильнее. Очевидно, что почти у каждого из них были свои счеты с Линном, и он решил потянуть время, а Лин тем временем подстрекал этих дураков драться друг с другом, чтобы самому остаться в живых. По крайней мере, драка между проигравшими должна была продлиться дольше 5 минут, а ему нужно было выиграть время, чтобы справиться с ужасной катастрофой, которая там происходила. Пока эти идиоты дрались, Лин успел закончить свои дела. Наконец он застегнул штаны и стал новым усовершенствованным человеком на 8-м уровне. Закончив, он подошел к студентам и предупредил их, что то, что он собирается им показать, не принесет им ничего, кроме боли. Затем, когда пришло время, он применил технику кулак, сотрясающей горы, и отбросил всех студентов в вестибюль. После этого его боевая мощь возросла настолько, что другие студенты стали завидовать его превосходству. Со временем Лин поднялся до 43-го уровня, но этого было недостаточно, чтобы избежать превращения в девушку. Система предупредила его, что радоваться пока рано, так как впереди его ждут более сложные задания. Для начала система сообщила ему, что он может либо подняться на вершину горы Черный пик,
либо победить 10 экспертов 9 уровня. Лин выбрал первый вариант и понял, как трудно подняться на такую гору. В этот момент появился его луч надежды, Яп, и отвел его в укромное место, где сотни студентов пряталась от больших парней. Судя по всему, Япера назначили старостой класса, и он привел туда Лин, чтобы они могли пожертвовать всеми собой, чтобы дать ему очки, необходимые для повышения уровня. Лин спрашивает их, почему они так добры к нему, и Япер говорит ему, что это потому, что у него есть слабый ученик, и он отличается от других засранцев из высшего класса. Этим Лин благодарит их за помощь, и ему гораздо легче набирать очки. Когда он заканчивает с ними, Лин оказывается в числе 8000 лучших, что является огромным скачком по сравнению с тем, где он был раньше. Через несколько секунд появляется очень сильный сияющий чувак, который называет себя Джан, чтобы сразиться с Лином. К счастью, появляется кто-то еще, чтобы показать ему, кто здесь главный, разнеся этот кусок дерьма в пух и прах. Лин бросает взгляд на другого человека и понимает, что этот человек никто иной, как всемогущий Лю, который учится на 3-м курсе и считается самый сильный ученик из ныне живущих. Эта дама, судя по всему, дружит с Лином и просит его поиграть с ней в одну игру. Лин была в ужасе. Прежде чем дать ей ответ на ее вопрос, Лин задумывается о своем статусе и понимает, что дама, стоящая перед ним, возможно, претендует на его голову. Даже при этом он сохраняет максимальное самообладание и разговаривает с заносчивой Данди, которая думает, что она самая высокая в комнате. После того, как Лю представилась стоящему перед ней простому смертному, она спросила, не собирается ли он поиграть с ней в Лигу Бессмертных. Потрясенный тем, что услышал такую обыденную вещь из уст буквального божества, Лин спрашивает ее, почему она пытается обмануть его. В этот момент Лю дает ему выбор: либо сразиться с ней, либо сыграть в Лигу Бессмертных. После того, как Лин уничтожает несчастное дерево, он понимает, что у него нет выбора, и он вынужден делать то, что она хочет. Но этого мало. Лу начинает углубляться в философию игры, задавая Лин вопрос, почему она играет в эту игру именно с ним. Последняя клетка мозга Линна снова умирает, когда он пытается понять, почему она задает ему такой вопрос. К счастью для него, Лю отвечает на ее вопрос и говорит Линну, что она играет с ним, чтобы понять, тот ли он мужчина, которого она ищет. Затем она решает задать Линну около сотни вопросов, чтобы понять, достоин ли он вступить в ее несуществующий клуб. Бедный Лин в этот момент чувствует себя рабом, но он держится, понимая, что сейчас он почти ничего не может сделать, чтобы спасти себя. Хуже всего то, что Лу дала Линну всего 10 минут, чтобы ответить на все 100 вопросов, что для обычного человека просто невозможно. К счастью, Лин был достаточно осведомлен в искусстве обольщения демонических женщин и умел заставить их влюбиться в себя. На этот раз ему помогает сюжетная линия, и Лу сокращает количество вопросов до 20. Они вместе болтают и обсуждают, и Лин отвечает примерно на 15 вопросов, особо не задумываясь. Когда Лу задает вопрос под номером 18, все становится сложнее, и она начинает задавать Линну субъективные вопросы, например, кого он считает более красивой, Сяолань или Са. Когда приходит время отвечать, он говорит, что Сяолань красивее, и Лю разочарована, так как она думала, что Лин и Сяолань встречаются. Когда Лин не в силах сдержать слезы, рассказывает о своих отношениях с Сяолань, Лю спрашивает его, что же все-таки произошло между ним и Сяолань. В конце концов, Лин рассказывает ей о том, что произошло между ним и Сяолань. Лю, услышав это, начинает смеяться и говорит Линну, что она всегда может определить, когда человек лжет, а когда говорит правду. Услышав это, Лин радуется, что тогда он сказал правду. Что касается последнего вопроса, Лю становится серьезной и спрашивает Линна, чтобы он выбрал: быть обычным смертным и быть счастливым, или быть бессмертным, могущественным, но одиноким. Лин долго и напряженно думает над этим вопросом и, наконец, говорит ей, что его ответ не имеет значения. Главное, чтобы он сделал мир лучше. Его ответ попадает в точку, и Лю отпускает его. Но перед тем, как Лин получает свободу, Лю зовет его обратно и говорит, что она еще не закончила с ним. Если он действительно хочет получить свободу, то он должен сыграть с ней в игру, которая длится 3 дня, в любом месте по его выбору. В этот момент система Линна напоминает ему о рисках и последствиях, которые могут возникнуть в результате его прогулки с врагом. Лин проверяет 2 задания, которые ему нужно выполнить, чтобы повысить свой уровень, и, наконец, приходит к очень хорошей идее. Когда наступает подходящий момент, он садится на палку Лю и просит ее отнести его на вершину черной скалы, чтобы они могли там поиграть. Лю без лишних вопросов отвозит его туда, и поскольку она уже достигла духовного уровня развития, для нее это не составляет никакого труда. В другой части острова Шаолан и Лин находят его на вершине черной скалы. Шаолан удивляется, что он там делает, и пугается, увидев собаку, которая разговаривала с Лином на студенческом собрании перед началом королевской битвы. Собака объясняет Шаолан, что у Лина расстройство желудка, и она понимает, что это единственная причина, по которой он не смог с ней встретиться. Шаолан не теряет бдительности и спрашивает собаку, почему та ищет Лина. Собака объясняет, что она всего лишь пытается защитить Лина от любопытных глаз людей, которые объявили на него охоту. Шаолан смеется над странным состоянием Лина. Вскоре появляется их злейший враг Вэй Цзи, чтобы напасть на них. Лин, оказавшись на вершине черной скалы, автоматически начинает поглощать магическую энергию скалы и отправлять ее в свой компьютер. Лин быстро прячет свой интерфейс и следит за тем, чтобы он продолжал поглощать энергию Земли, пока никто этого не видит. Через 24 часа он завершит поглощение энергии, что приведет к его усовершенствованию, и ему останется только ждать. Лю, с другой стороны, расспрашивает тихого парня, который прячется на вершине скалы, чтобы скрыться от других студентов и кое-кого, кого он искал.
Тихий парень представляется как Чин-Чин, странный тип, и уходит сразу после того, как они встречаются. Лин спрашивает Лю о парне, но она ведет себя так, будто никогда не видела Чин-Чена. В нескольких метрах над ними магистр и преподаватель нумерологии обсуждают таинственного парня Чин-Чена. В то время как учитель магии недооценивает Чин-Ченя, учитель нумерологии предупреждает ее, что не стоит думать, будто Чин-Чень настолько слаб. Учитель магии переключает свое внимание с Чин-Ченя на учителя нумерологии, чтобы выяснить, откуда она родом. В конце концов, ничего необычного не происходит, и на этом сцена заканчивается. В следующей сцене Вэй Цзи и Сяолань прекращают ссору, чтобы поговорить об опасностях, которые подстерегают Линь в духовном мире. Судя по всему, Шаолан поняла, что Вэй завидует Линю и его способности изменить мир к лучшему. Шаолан почувствовала зависть и вместе с большой собакой убежала от Вэй Цзи. Что касается Линь и его новой подруги, то они всю ночь играли в Лигу Бессмертных. Лин так сильно надрала задницу Лю, что ей пришлось взломать игру, используя свои навыки программирования, чтобы победить его. Лин была очень впечатлена ее навыками программирования и сказал ей об этом. После того, как Лин обманом победила его в игре, Лу рассказывает о своих мечтах и, наконец, пожимает Лин руку. Приятное общение между ними повышает его уровень и сокращает время, необходимое для изучения новой способности, до 5 минут. Теперь, когда он почти освоил ее, система советует ему напасть на Лу, чтобы сбежать с пика черного камня, пока она не узнала об этом. У Лин возникло очень плохое предчувствие, и это отразилось на его лице. Он не хотел вот так предавать свою новую подругу. Хуже того, Лю говорит о том, что все считают ее инструментом для совершенствования, который только и ждет, когда его используют. Лин говорит ей, что она должна использовать свою силу, чтобы изменить мир к лучшему. Это стало неожиданностью для Лю, ведь она никогда не думала, что сможет использовать свою силу таким образом. В конце концов, она понимает, что Лин лжет, и просит его объяснить, что это за аура вокруг него. Лин начинает врать, говоря, что он тренировался с тех пор, как они поднялись на вершину горы. Когда, наконец, приходит время сказать правду, Лин признается, что скрывал от нее свою ауру, чтобы напасть на нее. Услышав это, Лю меняется в лице и активирует свою розовую силу, чтобы уничтожить Линна. В этот момент Лин наконец-то осваивает искусство земного лотоса и готовится к атаке с помощью посоха Лю. Прежде чем выпустить из своего тела духовную энергию, Лин кричит во все горло и спрашивает Лю, почему она не верит, что он просто пытается защитить себя от ее чудовищной силы. Прежде чем Лу успевает дать ему вразумительный ответ, система Линна высвобождает накопленную энергию и отбрасывает Лу от Линна. Сумасшедшая девица снова встает в боевую стойку и стреляет в Линна, пригвоздив его к земле. Затем она задает ему несколько вопросов, которые заставляют его раскрыть свой самый большой секрет. Не колеблясь ни секунды, Лин рассказывает ей о своей секретной системе Диндон и о том, как она работает в последнее время. Лю думает о том, насколько это маловероятно, и наконец понимает, что Лин говорит правду. Она злится на себя за то, что была такой глупой и считала себя намного выше его по рангу и силе. Когда она наконец успокаивается, то просит Линна солгать ей, чтобы проверить, насколько хорошо он умеет врать. Лин лжет ей и говорит, что съел кусок дерьма, чтобы повысить свой уровень, вместо того, чтобы использовать обычные средства. Затем он достает кусок дерьма и показывает Лю, которая вырывает его из рук Линна и сует себе в рот. В результате у нее начинается диарея, и она чуть не испачкала штаны. К счастью, Лин смог направить энергию в ее живот, чтобы помочь ей переварить эту субстанцию. Он вливает немного своей энергии в ее тело, и боль проходит. Лин решает оставить ее ненадолго одну, дает ей салфетки и бежит к краю горы, чтобы нырнуть вниз. Прежде чем отпустить его, Лю протягивает ему розовую девчачью повязку на голову и просит надеть ее, прежде чем спускаться вниз. Когда Лин спускается с горы, Лю спрашивает его, действительно ли он хочет присоединиться к ее команде и стать ее другом. Лин говорит ей, что это все ложь, и Лю начинает глупо смеяться, потому что она знает, что он говорит правду. Спускаясь на землю, Лин наслаждается свободным падением. Осталось всего 47 часов до конца игры, и на острове осталось всего 20 человек. Лин наконец-то может собраться с мыслями и быстро подняться на 50 уровень. С учетом вышесказанного, Лин забывает, как быстро все может пойти не так, когда он беспечно налетает на очень сильного врага, с которым он не хотел бы встретиться или сразиться. Отброшенный в сторону слепой идиот оглядывается на своего врага и понимает, что это никто иной, как элитный студент Ван Сюаньчжан. Ван демонстрирует свою силу, чтобы вызвать на поединок своего заклятого врага Чена Чена и сразиться с ним насмерть. Очевидно, Чен Чен оскорбил его. И вот уже 4 года Ван Сюаньчжан пытается отомстить ему. Он устал от игр и хочет расквитаться с ним в тот же день. Горделивый болван даже обещает убить всех оставшихся 20 студентов, если Чин Чен не явится на поединок. Это смелое заявление заставляет студентов, живых и мертвых, задуматься, кто же этот горделивый неудачник. Лин, однако, получает сигнал о том, что Шаолан в опасности, и он спешит туда, где находится Шаолан, чтобы спасти ее. Тем временем кучка неудачников догоняет раненую собаку, и один из них, лысый парень, пытается заставить собаку заключить с ним контракт на превращение в зверя. Собака оскорбляет его, и парень чуть не убивает ее. К счастью, в этот момент появляется Сяолан и расправляется с ублюдками, которые издевались над собакой. После нескольких
ударов, нанесенных собакой, она наконец рассказывает им правду о своем происхождении, говоря, что ее отец Байсянь, третий по значимости человек в секте национальных зверей. Поняв, что они имеют дело с важной персоной, идиоты быстро отступают и спрашивают Сяолан, не является ли она тоже важной персоной. Прежде чем она успевает ответить, появляется Вэй и снова угрожает ей, если она не оставит в покое жалкого смертного Лина. Кстати, о нем, Лин эффектно появляется и спасает Сяолин от этого бесполезного придурка, который хотел заставить ее стать его другом или женой. Буквально через несколько мгновений после его эффектного появления, Ван начинает свою чистку, посылая молнии в каждого незащищенного студента, находящегося в радиусе поражения. За несколько минут Ван уничтожает всех студентов, которых было 20, и оставляет в живых лишь несколько сотен. К счастью, Лин и его девушка не пострадали, так как повязка, которую Лю дал Лину, защитила их от смертельного удара. Появляется Динг-Донг и сообщает им, что в битве осталось 132 человека. Собака тоже приходит в себя после нападения и указывает на тех идиотов, которые издевались над ней. Лин встает, активирует свою силу и начинает разбираться с теми, кто пытался обидеть его нового друга-собаку, включая идиота Вэй Цзи. Чаоань особенно просит его сделать так, чтобы удар Вэй Цзи был очень болезненным, чтобы этот бесполезный придурок почувствовал боль от того, что его побили. После того, как всех отправили в вестибюль, Лин наконец-то остается наедине с Сяо Лань. Он заставляет нас всех краснеть от своей очаровательности и растерянности, пока Ван снова не вмешивается. На этот раз этот придурок не удовлетворился тем, что натворил. Он снова зовет Чэнь Чэня, чтобы они могли выяснить отношения. В этот момент на сцене появляется старейшина Йохуа, так как преподаватели опасались, что если Ван будет продолжать в том же духе, то может произойти что-то ужасное. К счастью для оставшихся в живых, Су появляется вместе со своим напарником Сюань Юанем, чтобы сразиться с этим придурком Ваном. Привязав его к электрическим цепям, он дает сигнал Сью, чтобы она удержала сильного противника, пока тот не вырвался из цепей. В это время Чжуан Юань расширяет круг своих сторонников и просит всех, кто остался на территории дворца, дать ему силу, чтобы он смог связать этого никчемного самозванца и навсегда лишить его власти. Однако у Ванга в рукаве припрятан козырь, и он делает все возможное, чтобы отравить разум тех, кто пользуется силой Сюань Юаня. Со временем он освобождается и начинает насмехаться над ним. Разгневанный Ванг высвобождает свою божественную силу и создает мощную ауру, которая разрушает силу Чжуан Юаня. В это же время он использует свою молнию, чтобы убить еще нескольких студентов, и общее число оставшихся в живых сокращается до менее чем 100 человек. Старейшины уже сомневались в исходе битвы, но все еще верили в Ван Лина и его друзей. В тот момент, когда удар молнии должен был сразить Лина, неожиданно появляется Чин Чен и поглощает молнию своим пальцем. После того, как Чин Чен спас Лина и Шао Лина от удара молнии этого придурка, он окликает Лина и спрашивает, знает ли он, как называется прием, который он только что использовал. Растерянный Лин спрашивает, как называется этот прием, но Чин Чен, как обычно, отвечает загадками и исчезает, оставив Лину последнее сообщение, в котором он просит его найти его, как только он освоит технику, о которой Чин Чен говорил несколько минут назад. После того, как таинственный парень исчезает, система Линна выводит на экран список оставшихся в живых студентов, принимающих участие в королевской битве. Судя по всему, Лин поджарилась до хрустящей корочки, поскольку почти никто на том же уровне, что и он, не может этого сделать. Сражайтесь, чтобы повысить свой уровень. Когда Дин Дон говорит о шансах на то, что он выполнит задание, Лин понимает, что они равны нулю, так как у него 0,1 возможность завершить задание. Лин рад, что его шансы не равны нулю, поэтому он просит Дин Дон рассказать ему, что он может сделать, чтобы завершить задание. Ищи и избегай превращения в хорошенькую девушку примерно на год. Чтобы завершить задание на текущей стадии, на которой он находится, Линю придется сразиться с самим Ваном и победить его. На данный момент Лин опустошен, так как знает, что ему ничего не стоит победить могущественного Вана. Он начинает терять всякую надежду на победу, но вскоре вспоминает, как все было плохо, когда Шао Линь узнала о его превращении в девушку. Чтобы предотвратить повторение подобного, Линь звонит Вану и просит его приехать за ним. Прежде чем Ван доберется до него, он бьет Сяолань кулаком в живот и отправляет ее обратно в вестибюль. Когда засранец Ван наконец появляется, он просит Лин сказать ему, где находится Чин Чин. Лин шокирует всех, когда говорит Вану, что Чин Чин вообще не придет. Вместо этого он представляет себя достойным противником для боя с Ваном и советует ему не сдерживаться в этом бою. Ван, услышав удар, который только что сорвался с губ Лина, немного смеется, а затем становится достаточно серьезным, чтобы применить свою магию прорицания к ученику первого курса. Перед тем, как приготовиться к бою, Лин отправляет пса обратно в вестибюль, а затем делает все возможное, чтобы использовать свои новые способности. Магистр просит нумеролога остановить бой, но тот уже чувствует, что Лин овладевает новой силой, и говорит ему, чтобы он не боялся и смотрел, как происходит волшебство. Чтобы отразить атаку, Лин использует свой кулак, который сотрясает горы, но это не помогает, так как магия предсказаний поглощает его атаку. Затем, когда все надежды уже потеряны, наш герой Лин наконец-то осознает, что он может использовать палец, который разделяет небеса, и в мгновение ока применяет это на практике. Получив такую силу, он сразу же использует ее и отправляет Вана обратно в вестибюль с тяжелыми ранениями.
Студенты, узнав, что Ан выиграл состязание, радуются, что эра злых и глупых студентов, таких как Вэй Цзи и Ван, наконец-то закончилась. Лин становится вторым по силе студентом в школе, и все начинают притворяться, что любят его. Даже после победы над этим сумасшедшим монстром, Лин замирает на месте и вскоре теряет сознание, так как его энергия и клетки мозга полностью истощены. Все, включая учителя, похвалили Линна за его упорный труд и настойчивость. В награду за его впечатляющие подвиги в битве за свободу, старейшина Юхуа приказывает своим подчиненным назначить Эн Лин руководителем следующей группы из 3 предсказателей, которых они отправят в мир смертных. Все соглашаются со старейшиной, так как они своими глазами видели, насколько силен Лин. Через несколько дней Лин приходит в себя после того, как все это время был без сознания. Внезапно все начинают его любить и хотят с ним дружить. Мало того, Бро стал привлекать внимание девушек направо и налево. Вдобавок ко всему, Лин получает новый особый артефакт, задание и возможность работать с ним. Примерно через месяц всех учеников школы вызывают к монолиту для объявления. Когда все собрались, Йохуа по громкой связи объявляет о повреждении печати, сдерживающей демонов в пагоде, что позволяет королю демонов свободно разгуливать по миру смертных. Чтобы король демонов не уничтожил мир смертных, люди обратились в Академию с просьбой прислать 3 посланников для восстановления печати. Пока продолжается речь, Вэй Цзи слышит, как двое сплетников обсуждают, что его заменит Эн, и он отправится в мир смертных в составе команды. Бро не нравится Эн и его новообретенная популярность. Прежде чем совершить какую-нибудь глупость, он вспоминает о своей вчерашней встрече с Вангом и понимает, как глупо он себя повел, узнав о замене. Очевидно, молодой господин Вэй Цзи всегда хотел быть первым, чтобы возглавить свой клан. Однако Ванг говорит ему, что он еще не готов. Вэй Цзи понимает, что на этом его карьера закончена, потому что его самый большой страх, который заключался в том, что он превзойдет его, стал реальностью. Выйдя из своих раздумий, Вэй Цзи видит, как Юхуа вызывает на сцену Линь вместе с 2 другими членами команды Сяолань и Сюань Юань. Троица почтительно приветствует старших и склоняется перед их мудростью. Когда наступает время, чтобы сказать несколько слов студентам, он начинает свою речь с объяснения истинной причины, по которой высшее существо порекомендовало ему преподавать в этой школе, которая является мостом между духовным миром и миром смертных. Помня об этом, Лин представляет свою новую усовершенствованную схему покупки товаров по доверенности, согласно которой студенты должны регистрировать все, что они хотели бы получить в мире смертных, и платить ему за это, когда они наконец попадут в мир смертных. Вэй Цзи, неудачник, никогда не любил эту идею, но все были в восторге от новой свежей идеи. В этот момент появляется Лю на своей летающей метле и объявляет о создании первого киберспортивного клуба, в котором Лин будет преподавать в духовном мире. Лин делает небольшую рекламу Лю, что вызывает улыбки на лицах детей. Сяолань замечает, что Лю и Лин очень близки, и начинает ревновать. Позже Йохо уходит, чтобы найти учителя нумерологии, и все расходятся по домам. Той ночью Лин проверяет себя, чтобы убедиться, что он готов к встрече с миром смертных, ведь теперь он стал намного сильнее. Хотя он до смерти напуган тем, что может произойти, Лин все равно сделает все возможное, чтобы защитить Сяолань и Сюань Юаня. Сразу после окончания собрания студентов Вэй Цзи подходит к общежитию Линна и с удивлением видит, что там выстроилась очередь из желающих принять участие в покупке товаров по доверенности. Чжуан Юань, Су и Сяолань тоже были там и раздавали и собирали анкеты для тех, кто хотел что-то купить в мире смертных. В то время как вокруг царит тишина, старшая Лю не спеша рекламирует свой игровой клуб тем, кто хочет присоединиться к ней и поиграть. Вэй Цзи, проигравший, замечает, что все вокруг счастливы, и признает свое поражение, чтобы набраться сил для следующей игры. Однако перед уходом он вспоминает о своей встрече с братом Вангом, который рассказал ему кое-что о том, почему Ань Линь был выбран вместо него для путешествия в мир смертных. Как оказалось, старейшина клана Вэй Цзи, то есть его отец, рассказал, что учитель нумерологии Мин Юань уже просчитал все риски, связанные с путешествием в мир смертных неподготовленного человека. Если бы Вэй Цзи отправился в мир смертных, то он рисковал бы погибнуть в пути. Вэй Цзи недоумевает и спрашивает, чем Ань Линь лучше него. Ванг говорит ему, что Ань Линь все равно ждет та же участь, но единственное, что отличает его от других, это его связь с недавними изменениями, происходящими в Небесном Царстве. Вэй Цзи немного расстраивается из-за своего поражения и отворачивается, чтобы Ань Линь не видел, как он плачет. В этот момент система Ань Лина сообщает ему о его достижении, давая понять, что он получил новое достижение, которое заставляет его врагов плакать. А Линь, который понятия не имел, кто его враг, смеется над своими новыми способностями и еще немного шутит со старшей Лю. Даже Чжуан Юань был немного удивлен, увидев, что Лю так свободно общается с кем-то вроде Линя. Он оглядывается по сторонам и видит, что Шаолан наблюдает за Лином и Лю, которые хихикают, и в глазах у нее проскальзывает ревность. И будто этого мало, она видит, как Лин надевает на палец Лю розовое кольцо, которое должно защищать его и придавать уверенности в себе, когда он в опасности. В этот момент Сяолан была в ярости, хотя и не понимала почему, и ей хотелось большего от Эн Лин. После того, как Лин провел время с Лю, он встречается с Мин Юанем, учителем нумерологии,
энергии, который приносит дурные вести. Увидев его, Мин Юань краснеет от страха, что услышит еще одну плохую новость. Прежде чем учитель успевает что-то сказать, Лин вспоминает, как этот подонок пытался выставить его в дурном свете. Он собирается с духом и спрашивает, что ему нужно. Когда Мин Юань говорит, что он пришел сообщить ему кое-что, Лин прерывает его и приказывает всем собрать вещи и запереть двери. После того, как он уходит, Шаолан подходит к Мин Юаню и просит его рассказать ей все, что он собирался сказать Лин. Несколько минут спустя Сюань Юань, Шаолан и Лин собираются у ворот в мир смертных и ждут, чтобы попрощаться со всеми, кто пришел их проводить. Они обмениваются любезностями с Лю, который просит Лин купить хорошие видеокарты для их игровых компьютеров. Когда все формальности соблюдены, Сяолан вспоминает, что ей сказал Мин Юань. Оказывается, путешествие Эн Лина в мир смертных будет наполнено смертью, войной и страданиями. Для Мин Юаня, который не может сдержать слез, это означает, что все, что произойдет, будет по-настоящему. Сяолан молчит и натянуто улыбается. Когда они добираются до портала, пурпурная рука, похожая на щупальца, затягивает Лина и Шаолинь в портал, оставляет Жуан Юаня у ворот, чтобы тот гадал, что же произошло. Чтобы спасти Лина от смерти, он сам прыгает в портал, надеясь догнать двух идиотов, прежде чем они доберутся до мира смертных. Что касается Анны Лина, то пурпурные щупальца погружают его в бессознательное состояние, и он не может контролировать себя. Когда они прибывают в мир смертных, Сяолань теряет сознание и обхватывает Лина руками. К счастью, Дин Дон смог разбудить спящего идиота и напомнить ему, что он падает с высоты нескольких тысяч футов над уровнем моря. Осознав, что он находится в смертельной опасности, Лин проверяет, есть ли у него шанс выжить, и подтверждает это с помощью своей системы. К сожалению, он почти ничего не мог сделать, чтобы выжить при таком падении. Он хватает Сяолань и крепко прижимает ее к себе. Затем, когда он уже почти приземляется, он активирует свою способность к трансформации. За несколько секунд до того, как Лин падает на землю, Лотос, дремавший под солнцем много лет, просыпается. Теперь, когда Лотос проснулся, он активирует энергию, которую копил все эти годы, и превращается в человеческую форму. Как только трансформация завершается, Лин врезается в него и возвращает его в прежнюю форму. Приземлившись на землю, Лин и Сяолань приходят в себя целые и невредимые и проверяют, все ли с ними в порядке. Лин чувствует себя немного уставшим, и Чжуан Юань, который только что прибыл в мир смертных, осматривает его. После того, как он убедился, что его физическое состояние в норме, Лин возвращается к своей обычной работе, заставляя всех вокруг смеяться и корчить рожи. В разгар их беседы Лин обнаруживает, что в его мозг имплантирован цветок лотоса, и наблюдает, как тот плачет, горюя о том, что его тело похищено бесчувственным Лином. Через несколько минут на место крушения прибывает специализированный самолет, и командир представляется как Тянь Линлин, доложив о ситуации своему начальству в штабе. После обмена любезностями Линлин приземляет самолет и забирает 3 посланников от духов, чтобы доставить их в подземный штаб. По пути вниз Лин проверяет свою правую руку, чтобы убедиться, что она в порядке и готова к работе. Затем он слушает, как цветок в его голове жалуется на то, что потерял свое тело, и накрывает его ладонью, чтобы заставить замолчать. Лин начинает скучать, и Лин пытается растормошить Линлин и ее подчиненных, которые слишком тихо себя ведут. Если он правильно расслышал, люди должны были поклоняться им по прибытии, но Линлин было на это наплевать. Лин ведет себя вызывающе, чтобы Линлин проявила к нему уважение, которого он заслуживает. К сожалению, Линлин не обращала на него никакого внимания, кроме оскорблений, которые рассмешили бы любого задиристого подростка. Когда она больше не могла этого выносить, Джалин поднимает свой меч, угрожая Линлин, и предупреждает ее, чтобы она больше никогда не оскорбляла их капитана. Линлин, который уже порядком надоели их выходки, встает и активирует свои способности, готовая к бою. Лин, этот придурок, который должен был возглавить команду, пытается заставить 2 девушек замолчать и помириться. Но мы-то знаем, что происходит с тем, кто пытается разнять 2 дерущихся девчонок. И вот, когда девушки уже готовы подраться, появляется Лин с предложением использовать могущественную технику, которая может подавить души любого, на кого она направлена. К счастью, Чжан Юань опережает его и даже умудряется успокоить Линлин, пока они идут. Он успокаивает девушек и дает понять Шаолан, что она не виновата в том, что хочет защитить свою подругу. Лин замечает, что Линлин благоволит Сюань Юань и спрашивает ее, почему она так поступает. Линлин переходит к вопросу о его лидерских качествах, но прежде чем Лин успевает ответить, они наконец прибывают на базу Линлин. Далее Сюань Юань, Лин и Сяолань знакомятся с цветком лотоса поближе. Судя по всему, цветок — это дух, который был заточен в ловушку и веками поглощал энергию, чтобы превратиться в человека. Теперь, когда Лин уничтожен, это единственный шанс для цветка стать человеком. Как оказалось, Лин перед тем, как отправиться в мир смертных, встретился со своим ангелом-хранителем, чтобы тот защитил его и его друзей, когда придет время.
Прибыв на базу, Лин ведет себя как дерзкая сучка и выводит их из самолета на главную базу. Лин ведет себя как ребенок, который впервые попробовал мороженое и большую часть времени проводит, разглядывая гигантские сооружения и технику, которые есть в штаб-квартире. В диспетчерской Лин встречает кумира своей мечты, лидера альянса культиваторов в мире смертных, Юань Сюань Юаня. Лин, фанат своего кумира, не может удержаться и начинает перечислять все удивительные вещи, которые тот совершил. Сяолань еще больше ревнует Линна к Юань Сюань Юаню и пытается отвлечь его внимание от Юань, чтобы он мог слушать только ее. Она знакомит его с отцом Лин, который тоже является культиватором на уровне духовного развития, и сообщает, что этот человек пользуется большим авторитетом среди своих коллег. После всех этих любезностей Юань Сюань Юань приступает к инструктажу. В своей речи она сообщает Линну и его команде, что они находятся на борту самого большого космического корабля во всем королевстве Ханшу и прибыли сюда вместе с другими культиваторами для выполнения боевой задачи. Лин задает очень забавный вопрос, который вызывает у всех улыбку. В конце концов, отец Лин берет слово и говорит, что они здесь для того, чтобы уничтожить членов демонического культа и призвать их, пока они не разрушили мир смертных. Что касается стоглазого демона-паука, из-за которого Лин и его люди оказались здесь, он говорит им, что не стоит беспокоиться, так как они уже победили паука и восстановили равновесие. Лин в замешательстве спрашивает у Шигуо, отца Лин, объяснений, но тот говорит, что им не стоит слишком беспокоиться, так как они больше не нужны в мире смертных. С этими словами он открывает еще один портал, чтобы отправить их обратно в мир духов. Сюань Юань подходит к нему и требует объяснений от Шигуо. Шигуо раздражен высокомерием Сюань Юаня, который пытается образумить его. Как оказалось, люди обратились к учителю по нумерологии и старейшинам за помощью в борьбе с демонами, но никто не откликнулся. Когда они уже не могли больше терпеть, люди объединились и победили ужасного стоглазого паука. Теперь, когда главная угроза устранена, бесполезные старейшины из мира духов отправили 3 человек, чтобы спасти мир смертных. В то время Шигуо не знал о способностях Лин и сильно недооценивал то, что мог сделать этот глупый мальчишка. Он попытался успокоить мужчину, но разозлился, когда Лин попросил его успокоиться и кое-что объяснить. В конце концов, Юань и Шигуо рассказали Лину и его людям, что они больше не нужны в этой битве. В этот момент вспыльчивая Сяолань не выдержала. Она поворачивается к людям спиной и собирается уйти. В этот момент раздается сигнал тревоги, и по громкой связи сообщают о появлении клана Крови и призывают отправить больше людей на передовую, чтобы предотвратить большие потери. В этот момент Чжуан Юань и Он Линь пытаются убедить Шигуо позволить им присоединиться к битве и победить врага. Но Шигуо не собирается так просто их впускать. Он атакует их лучом голубой энергии, пытаясь оттеснить их назад, но защитный купол Сюаня не дает им пострадать. Выдержав атаку Шигуо, Сюань предлагает поединок между ними двумя. Если он победит, то Шигуо позволит им сражаться за людей. Лин получает от своей системы тактические советы, которые помогут ему застать Шигуо врасплох, и он решает последовать этим советам. Он выходит вперед и бросает вызов Шигуо. Линк появляется в последний момент и выбивает из Лин все дерьмо, чтобы папа мог ею гордиться. Когда он заканчивает шутить с ней, Лин берет ее за руки и говорит, чтобы она успокоилась. Линк, однако, не собирается отступать, поэтому она изо всех сил атакует Лин. Лин сдерживается, но потом использует свою технику небесных врат, чтобы наконец-то сломить ее никчемное самолюбие, когда она уже решила, что сможет победить его. После того, как Лин расправился с ее эгоизмом, он бежит к Шигуо и использует на нем свою технику плаксы. Эта техника заставляет всемогущего Шигуо вспомнить тот день, когда от него ушла жена, и это воспоминание причиняет ему боль. Он замирает, не в силах защититься, и слезы текут у него из глаз. Если бы не Юань, которая появилась в последний момент и спасла Шигуо, он бы уже превратился в бесформенную массу. Во время атаки Лин случайно кладет руки на грудь Юань и немного ее сжимает, прежде чем отпустить грудь кумира. Чтобы сделать ловушку еще слаще, Юань спрашивает Лин, сможет ли он выдержать ее духовную атаку. Если он сможет, то она позволит ему и его людям остаться и сражаться за людей. Если нет, то они вернутся в мир духов. Лин просит ее не давить на него, и Юань старается сдерживаться. Лин применяет свою технику, которая заставляет Юаня трепетать от страха и оставляет его одного в окружении фиолетовой плазменной стены. Лин, используя свою технику, заставляет Лин броситься в эту стену, чтобы атаковать Лин и заслужить одобрение отца. К несчастью для нее, она не смогла выдержать воздействие фиолетовой стены и упала без сознания. К счастью для нее, Лин использовал свою могущественную технику, чтобы подавить воздействие на душу и произвести впечатление на всех присутствующих, как на друзей, так и на врагов. В конце боя Лин завоевывает уважение Шигуо и Юаня, которые пожимают ему руку и признают свое поражение.
В этот момент снова срабатывает сигнализация, и все в штабе спешат принять решение. Прежде чем отправить кого-либо на поле боя, Лин просит Юаня о награде за его услуги. Когда пришло время заявить о своих потребностях, этот болван даже не попросил провести с ней ночь или что-то в этом роде. Вместо этого он попросил ее списать его долги. В этот момент все присутствующие разочарованы умом Лин. Поэтому они делают все возможное, чтобы он не опозорился еще больше, и отправляют его к Шигуо, который заталкивает Лин и Лин в портал, чтобы они попали на поле боя. По пути на поле боя Лин получает новые особые достижения, одно из которых — способность заставить своего врага плакать и ненавидеть себя, а также способность сделать своего кумира своим фанатом. В качестве награды Лин получает улучшенное божественное зрение. Прибыв в царство демонов, Лин и Лин делают все возможное, чтобы незаметно выполнить свою миссию. Лин дает ему понять, что она здесь для того, чтобы выяснить численность и особенности вражеских сил, чтобы они могли понять, сколько подкрепления им нужно вызвать. Когда Лин начинает говорить, он указывает на ядовитый туман, приближающийся к их позиции, и видит, как Лин пытается с ним бороться. В этот момент система подсказывает ему, что нужно использовать божественную силу лотоса, чтобы рассеять токсичные вещества. Пока они пытаются добраться до устройства связи, штаб получает еще один сигнал бедствия с 4-го поля боя. Сяолань и остальные гадают, что же могло случиться на 4-м поле боя. Вспомнив, что ей тогда сказал ужасный учитель, она наконец-то просит Шигуо и другую женщину позволить им присоединиться к битве. В этот момент 4 членов культа демонов растворяются в тумане, чтобы добраться до Лин и его напарницы, надеясь, что ядовитый туман их уничтожит. Лин уже видит их приближение своим духовным зрением, но когда Лин просит его отступить, он придумывает какое-то нелепое оправдание, чтобы остаться на месте. Затем он составляет план и входит в ядовитый туман, окружив себя аурой лотоса. Лин немного растеряна и пытается последовать за Лин в туман. Затем Лин возвращается из тумана и берет Лин за руку, чтобы отступить. Добравшись до безопасного места, он сообщает ей точное количество демонов в тумане, которых было 4. Лин спрашивает его, почему они не напали на них, и Лин отвечает, что он заставил их плакать с помощью своей отвратительной техники, которую он назвал техника плаксы. Пока они ждут прибытия подкрепления, Лин рассказывает Лин, как он расправился с 4 надоедливыми ублюдками, которые за ними охотились. Как оказалось, эти идиоты не считали, что Лин и Линглинг — это те, с кем им стоит связываться. Вместо этого они продолжали жаловаться на Небесный Альянс и на то, что смертные привели с собой каких-то мелких сошек, чтобы те сразились с ними вчетвером. Чтобы преподать Альянсу урок, они пообещали друг другу, что проучат Линна и Линглинга и заставят их истекать кровью, не сдерживаясь. Но они и не подозревали, что Лин уже был в тумане вместе с ними. В то время, когда они вели этот глупый разговор, Лин использовал свою технику лотоса, чтобы создать вокруг себя защитную ауру. Затем он подошел к этим придуркам и увидел, что они медленно идут и разговаривают, как и подобает гордым идиотам. Увидев Линна в том же тумане, который должен был его убить, 4 демонов спросили его, как ему удалось остаться в живых. В этот момент Лин просто посмеялся над их глупостью и заманил их в ловушку. К несчастью для них, они попались на его уловку и подняли свои крылья, чтобы напасть на Линна. Использовав на них технику плаксы, Лин выбежал из тумана, чтобы воссоединиться со своей подругой Линглинг. Линглинг была потрясена хитростью Линна и спросила его, почему он такой сильный. Может быть, потому что он не такой высокомерный засранец, как она, вот почему. В любом случае, тем временем штаб-квартира отправляет 2 случайных культиваторов, чтобы они помогли Линну. Но Шаолан не позволит 2 придуркам, которые ничего не знают о ее парне, войти в портал и, возможно, еще больше усложнить ему жизнь. Поэтому она сражается с Шигуо и Юанем, чтобы оказаться на поле боя вместе с Линном. Сначала Сюань был немного озадачен поведением Сяолань, но после недолгих уговоров с ее стороны, в ходе которых она рассказала ему, в какой опасности находится Лин, Сюань наконец-то помогает ей в борьбе с 2 главами штаба. В конце концов, они одерживают победу и получают возможность встретиться с Лин на 4-м поле боя. Через несколько секунд после того, как Шаолан и Сюань уходят, снова срабатывает сигнализация. На этот раз она предупреждает штаб о появлении неизвестных монстров на 2-м и 1-м полях боя, сообщая, что это очень опасные монстры. Юань и Шигуо все еще не знают, насколько велика угроза, поэтому они просматривают другие записи с 3-го поля боя, прежде чем сигнал пропадает, и понимают, что неизвестный монстр — это существо с черными перьями. Все замолкают, словно увидели привидение. Юань отдает приказ, чтобы командование отправило сообщение в Небесный Альянс, сообщив, что черные перья вторглись в мир смертных. Кроме того, отныне все должны оказывать поддержку 3-му полю боя. Сразу после того, как Юань отдает приказ, Шигуо быстро приступает к его выполнению. Однако первого же человека, который приблизился к порталу, засосало в него темные энергии черных перьев. Все попытки спасти его были тщетны, так как черные перья наконец-то проникли в штаб. Они прорываются в пространство штаб-квартиры и добавляют в свой список жертв еще несколько человек. Тем временем на 4-м поле боя, где находились Лин и Линглинг,
Лин и его напарница Линглинг терпеливо ждали прибытия подкрепления. Ну, их желание скоро исполнится, потому что вскоре после этого на поле боя появляются Чжао Линь и Чжуань. После обмена любезностями все садятся, чтобы обсудить ситуацию с Ань Линь. В какой-то момент во время их разговора у Линлин звонит телефон, и она проверяет, кто звонит. Судя по всему, они потеряли связь не только с другими полями сражений, но и с главным штабом. Поскольку делать больше нечего, все обращаются к Лин, руководителю группы, чтобы она приняла решение. Понаблюдав за тем, как этот идиот болтает и чешет свою голову, покрытую перхотью, Линлин встает и предлагает пожертвовать собой, чтобы спасти остальных. Поскольку это не битва в духовном мире, она считает, что должна проявить храбрость. Как и ожидалось, Лин и его команда не трусы, поэтому они решают сразиться с демонами или погибнуть в бою. После короткой воодушевляющей речи Лин поднимает голову, чтобы посмотреть на облако тумана. К сожалению, его уже не было, и демоны освободились от его заклинания. Они без промедления нападают на него, поднимают в воздух и бросают на землю, превращая в месиво, когда Чжуань вступает с ними в бой. Шаолан и Линлин бросаются к Чжао Линь, чтобы не дать ему упасть на землю, но как только Шаолан собирается его спасти, другой демон в красной маске поражает их обоих молнией, и они падают на землю. Ань Линь падает на землю без сознания, но Сяолану удается сохранить самообладание. В приступе ярости Линлин бросается на человека в красной маске, чтобы сразить его, но он слишком силен для нее. Но он тут же бросается ей на помощь и продолжает сражаться с Жуаном, который довольно красив и опытен. Жуану удается повалить этого ублюдка на землю и отбить атаку других придурков, которые пытаются напасть на него. Сяань же встает и делает все возможное, чтобы помешать прекрасной принцессе-демону забрать ее Алин. К несчастью для нее, прекрасная принцесса-демон не только поднимает Алин высоко в небо, но и пытается вонзить в него свои острые зубы. К счастью, Алин не полный идиот и использует свой низкий коэффициент интеллекта, чтобы применить свое могущественное умение, которое в свою очередь поражает всех вампиров вокруг. Пока вампирша отвлекается, Сяань бьет ее по лицу до самого воскресения, а потом смотрит, как ее прекрасную Алин засасывает в пурпурно-черный портал. Видения учителя нумерологии наконец-то начинают сбываться. Лин оказывается в темном шаре и парит в нем до тех пор, пока не завершится жертвоприношение. Как раз в тот момент, когда его собираются принести в жертву, Дин-Донг приводит его в чувство и будет. Теперь, когда он очнулся, Дин-Донг говорит ему использовать чит-код, который он носит на пальце, а именно розовое кольцо, которое Лю дала ему перед тем, как он покинул мир духов. Объяснив этому недотёпе, как использовать заклинание, Лин выкрикивает его и воплощает в жизнь, произнеся нужные слова Балала Дуоми Макапака. И да, я не шучу, он действительно произнес это. Сразу после того, как он произнес эти бессмысленные слова, произошло нечто странное. На поле боя Шаолин попадает в плен к прекрасной принцессе-демону и рискует быть высосанным ею до последней капли крови. К счастью, Жуан успевает спасти ее от этой стервы, прежде чем она превратится в скелет. Сяолань бросается к порталу, в котором застрял Лин, и вонзает в него свой меч, усиленный аурой. В результате этого удара часть механизма, закрывающего алтарь, разрушается. Портал остается открытым, и они видят, как появляется старший Лиу и спасает Лина от того, что его могли съесть заживо. И как будто этого было недостаточно, Лиу удается пробраться в закрывающийся портал, убить всех членов демонического культа, включая прекрасную демоническую принцессу, а также привести Сяолань и остальных к алтарю для жертвоприношения. Но как только они подумали, что опасность миновала, появляется самая опасная из них всех – женщина с черными перьями и рогами, и они встречаются с ней лицом к лицу. После своего появления гражданка с черными перьями, она же темный рыцарь, уверяет Лин и остальных, что настоящие неприятности только начинаются. Прежде чем сказать что-то еще, темный рыцарь замечает присутствие Лиу, а также то, что Лин носит на пальце кольцо, которое она подарила ему, когда он отправлялся в мир смертных. Лиу также неловко приветствует темного рыцаря и удивляется, что такая могущественная, как она, делает в мире смертных. В этот момент Джоанна вмешивается и требует, чтобы темный рыцарь объяснила, зачем она здесь. Лин каким-то образом умудряется отвлечь Лу своими шутками, и темный рыцарь этим пользуется. Когда этот придурок отвлекается, она быстро создает портал и просовывает в него руку, чтобы схватить Лу за голову и убить ее на месте. К счастью, лотос, растущий в теле Лин, снова появляется у него на голове и использует свою энергию лотоса, чтобы временно парализовать руку темного рыцаря. Лу удается избежать смерти, и лотос возвращается в свое тело, чтобы хорошенько выспаться. Что касается Лу, то она бросает Немрода, которого держит на руках как младенца, и поворачивается лицом к своему настоящему врагу. На этот раз она начеку и не позволит застать себя врасплох. Темный рыцарь слегка удивлена, когда Лу внезапно появляется у нее за спиной и отсекает одно из ее крыльев. После этого Лу возвращается к своей команде и сообщает им, что она в состоянии уничтожить эту стерву. Темный рыцарь, устав от игры, решает не тратить время на формальности и приступает к ритуалу, который должен привести к появлению Инлина. Для этого она призывает большой винт, вставляет его себе в голову и активирует темную технику, которая открывает доступ к божественному оружию, принимающему форму меча. Когда меч появляется из-под земли, темный рыцарь объявляет о своей миссии на земле. Оказывается, ее начальство послало
ее сюда, чтобы она использовала 3 божественных оружия для уничтожения смертного человека по имени Инлин. После того, как Темный рыцарь объявляет о своей миссии, она берет в руки меч, который является одним из божественных орудий, предназначенных для убийства Инлина. Медленно приближаясь к Линну и его системе искусственного интеллекта, Динг-Донг предупреждает Линна, чтобы он был очень осторожен в общении с Темным рыцарем, потому что она гораздо опаснее, чем они могли себе представить. В этот момент она выпускает уничтожающий уровень гвоздь и пронзает им левую руку Линна. Затем она притягивает его к себе и пронзает его правую руку мечом, продолжая ритуал. Увидев, что произошло, Хуан и остальные пытаются остановить Темного рыцаря, но, к сожалению, у него уже в руках третье божественное оружие. Небесный диск, который он использует, чтобы активировать купол над алтарем, где они стоят. Завершив свой ритуал, он падает на пол и теряет сознание, а затем и вовсе умирает. Он сообщает им, что купол высвободит всю духовную энергию, которая была поглощена миром, в виде взрыва, который в одно мгновение уничтожит весь мир. Сяолань быстро спрашивает, почему она так сильно ненавидит Энлин. В этот момент Темный рыцарь раскрывает всем правду. Оказывается, в теле Энлин живет нечто, чего не должно было быть в этом мире, и ее послали уничтожить это, прежде чем весь мир рухнет. Сказав это, Темный рыцарь теряет сознание и больше не приходит в себя. Прямо перед тем, как он отключается, Лин получает возможность обменять 1/5 часть своей жизни на абсолютную силу. Таким образом, он сможет остановить распространение яда по организму и не дать ему попасть в сердце. Но как только он собирается нажать «да», его ангел-хранитель закрывает окно с предложением и переносит сознание Эн в глубины его духовного тела. Там она рассказывает все Энлин, которая так же растеряна, как и мы, когда впервые занимались этим. Лин видит, как большая версия Дин-Дин-Донга скована красными цепями и не понимает, что происходит. В этот момент его ангел-хранитель выходит из тела Дин-Дин-Донга и предупреждает Энлин, которая бежит к ней, чтобы та остановилась. В реальном мире Сяолань, Сюань и остальные продолжают гадать, что такого сделал Аньлинь, что заслужил такое суровое наказание от высшего существа. Через несколько мгновений они все теряют сознание от переизбытка энергии, которая проходит через их тела. Что касается Аньлиня, то он видит, как его ангелы-хранители страдают так, как он даже представить себе не мог. Когда приходит время раскрыть правду, Тянь, ангел-хранитель, наконец-то говорит. Оказывается, Тянь — это существо из другой вселенной, которое прибыло в эту вселенную, чтобы изменить ход судьбы Аньлиня. На Земле она погибла в результате несчастного случая, и Аньлинь тоже, поэтому она использовала всю свою силу, чтобы переместиться в эту вселенную, чтобы не только спасти Аньлиня, но и сделать так, чтобы он больше никогда не подвергался опасности. Поэтому она приняла облик духа по имени Дин-Донг и позаботилась о том, чтобы этот бестолковый мальчишка прошел свой путь к тому, чтобы стать самым сильным человеком на свете. Лин с трепетом наблюдает, как перед ним проносятся его воспоминания. Брэндон даже не подозревал, что Тянь присматривала за ним и заботилась о нем. Когда она заканчивает свой рассказ, Эн замечает, что воспоминания Аньлиня исчезают, и спрашивает Тянь, не собирается ли она оставить его, когда придет ее время. В сериале происходит очень печальный поворот событий, когда Аньлинь рискует забыть те воспоминания, которые снова сделали его человеком. Он падает на колени, у него ужасно болит голова, и он обнимает Тянь, когда небесный гром обрушивается на Тянь, чтобы забрать ее. Собрав всю оставшуюся в его слабом теле силу, Аньлинь высвобождает небесный разрывающий палец и каким-то образом ухитряется отвести в сторону небесный гром и приходит в себя. Вернувшись в реальный мир, он обнаруживает, что лежит на земле, а в его руках зажат меч. Оглядевшись, он видит, что все вокруг без сознания, и пугается. К счастью, Тиан была рядом и помогла ему. Она нежно погладила его по лбу, и слезы потекли по ее лицу. Она попросила его перестать плакать. Небесный диск активировался, и Лин умоляет Тину рассказать ему, как это остановить. Тина еще раз спрашивает его, готов ли он рискнуть своей жизнью ради людей, и Лин отвечает утвердительно. В этот момент тело Тиан начинает растворяться в воздухе, и она прощается с ним, прежде чем исчезнуть. Времени остается совсем мало, и Тиан сливается с Энлин и использует формулу всемогущего, чтобы освободиться и заставить божественное оружие служить ему. Через несколько мгновений остальные приходят в себя и видят величественного Линна во всем его великолепии. После того, как Лин получает признание божественного оружия, он использует свое божественное чутье, чтобы найти слабые места в куполе впереди. Затем Тиан управляет уровнем разрушения и использует его, чтобы атаковать эти слабые места. После этого Лин берет меч и поднимает его к небу, чтобы уничтожить диск. Темный рыцарь просыпается как раз вовремя, чтобы увидеть, как рушатся ее планы. Не в силах пошевелиться, она теряет сознание, когда Лин наконец высвобождает часть своей энергии, чтобы уничтожить диск и вернуть солнце на жертвенный алтарь. Теперь, когда битва окончена, Лин и его друзья снова стали самими собой, а Тина наконец-то поняла, что больше не нужна Линну, но прежде чем уйти, она просит его отправиться в царство духов и найти ее в том времени, чтобы они снова могли увидеться. Лин, уже взрослый молодой человек, буквально рыдает, когда Тианы не становится видно. После битвы Лин прославляют как героя, и он возвращается в царство духов как лучший ученик.
Что касается его системы Дин-Донг, то туповатый Леон не смог разобраться в интерфейсе, но это не страшно. Пока его глупость не зашла слишком далеко, наш мальчик в порядке. У него также было небольшое сотрясение мозга, но он все равно смог удержать Тину в своей голове. В конце концов, все закончилось хорошо для Линна и его друзей. Ребята, у него очень сильная защита. Некоторое время спустя после событий с Темным рыцарем наступает время для нового приключения. На этот раз мы видим, как белокурая леди пытается с помощью своего рисунка на холсте пробудить духовную энергию прямо перед красивым и огромным водопадом. Но как только она собирается нанести последний штрих на свой рисунок, из водопада появляется другая леди и просит ее прекратить рисовать. Когда светловолосая женщина останавливается, другая леди спрашивает ее, не прошло ли 1000 лет с тех пор, как она была запечатана на острове Каменного дракона. Светловолосая женщина говорит, что она провела там 99. Судя по всему, обе дамы – это две стороны одного и того же человека, и брюнетка – более эксцентричная натура, а женщина с серебристыми волосами – более педантичная. После того, как она вложила всю свою силу в кисть, женщина с серебристыми волосами убирает ее в тайное место. Затем она говорит своему второму «я», что возможность для прорыва появилась, но для того, чтобы это произошло, им придется подождать еще год. Брюнетка пытается убедить ее просто расслабиться и забыть о прорыве. Но женщину с серебристыми волосами больше заботят достижения бессмертия и потрясение Небесного Союза, чем реальная жизнь. После этого женщина с серебристыми волосами рассеивает свое второе «я» и возвращается к своим делам. Проходит год, и вся Земля охвачена войной и раздорами, так как разразилась война между сильнейшими союзами людей и демонов, которая случается раз в 1000 лет. В результате одной из битв вся армия демонов стоит в ожидании приказа своего божественного повелителя, чтобы они могли продолжить сражение. Однако приказ не поступает, так как божественный повелитель демонов в настоящее время встречается с Азичоном, звездным императором людей, чтобы обсудить некоторые вопросы и похвастаться тем, насколько сильны их армии. Божественный повелитель демонов, которого мы будем называть злодеем, первым начинает говорить и заявляет, что этот день станет последним днем, когда люди будут контролировать остров Стоун. Зикан, с другой стороны, не из тех, кто принимает всерьез слабых людей. Он просто наблюдает за тем, как злодей несет чушь о мести за своего хозяина, которого Зик убил около 1000 лет назад. Когда наступает его очередь говорить, он начинает подшучивать над Бетти и провоцирует его на драку. После того, как Бетти, не моргнув глазом, отражает атаку, он продолжает дразнить Плаксу, даже придумывает ему милое прозвище. Бетти смущается больше, чем та девчонка, у которой на школьном дворе ветром задрала юбку. Бетти продолжает реветь, как девчонка, пока наконец не получает от Зейна по заслугам. Он напоминает Зейчину, что не стоит забывать о мече, которым черный рыцарь с темными перьями победил зло в мире смертных. Перейдем к более важному вопросу. Как, черт возьми, черный рыцарь попала в мир смертных, если ее там не должно было быть? Может быть, в Небесном Союзе есть предатель? Эти вопросы немного озадачили Зишана, и он продолжал задавать дерзкие вопросы. Бетти, который знает, что наконец-то одержал верх, рассказывает об альянсе между кланом черных перьев и кланом демонов. Он спрашивает Зейкона, могут ли его жалкие людишки, то есть мы, сражаться с двумя кланами одновременно. Затем он достает из своего инвентаря сообщение с просьбой о помощи и заставляет Зейкона высвободить свою силу, пообещав уничтожить все силы Бетти и стереть их с лица земли. Бетти принимает вызов и каким-то образом умудряется пережить первую атаку Зейкона. В разгар их битвы Сиоюй, та самая девушка с серебристыми волосами, наконец возвращается на небеса, чтобы увидеть своих старых друзей и отца Зичина. Там она сталкивается с хмурыми взглядами и презрительными усмешками, как будто никто не ожидал, что она появится здесь. Выдержав все оскорбления, Чжао Юй хватает ручку и создает облако небесной кары, достаточно большое, чтобы повлиять на все небесное воинство. Прежде чем высвободить свою силу, она меняет имя на Тинь Юй и заявляет о своем намерении использовать мощь темных туч, чтобы навсегда захватить территорию Каменного острова и уничтожить Небесный Союз. Когда отец наконец спрашивает ее, чего она хочет на самом деле, она отвечает, что хочет, чтобы кто-нибудь проводил ее обратно на остров, чтобы она могла передать матери право собственности на остров. Остальные трусы, прячущиеся в небесах, противятся этой идее. Истинный правитель космоса Цзы Чин соглашается с желанием Тинь Юй и в очередной раз высмеивает злодея. Злодей решает дождаться, пока Тинь Юй достигнет наивысшего уровня, и только потом действовать. Тинь Юй не разочаровывает его. Она высвобождает свою просветленную апатию и дает ей волю. Но в момент активации заклинания что-то идет не так, и появляется брюнетка, которая просит Тинь Юй отменить заклинание. Однако Тинь Юй уже слишком эгоистична, чтобы позволить этому случиться. Когда заклинание наконец достигает своей цели, Тинь Юй теряет сознание и становится посмешищем всего Небесного Союза, увидев во сне свою мать. После того, как Зисхан видит, что заклинание не сработало, он приказывает своим людям готовиться к битве за фиолетовую звезду. Он предупреждает злодея, чтобы тот немедленно покинул поле боя, иначе его постигнет беда. Злодей
Злодей покидает небеса и направляется в свое космическое пространство. Через несколько часов или дней Тень Юй наконец приходит в себя и видит, что ее брюнетка-двойник помогает ей. Когда она приходит в себя, Тень Юй теряет надежду отомстить своему народу. Но брюнетка говорит ей, что не стоит терять надежду и что она может довериться ей, чтобы все исправить. Пока они там в аду, злодей возвращается к своему истинному хозяину, чтобы доложить ему о встрече с Зиином. Очевидно, что вся эта история с фиолетовой звездой была ловушкой, чтобы отвлечь внимание Зишана от Каменного острова. Теперь, когда он попался на удочку, босс хочет, чтобы мелкая сошка Бетти с помощью специального оружия перекрыл доступ на остров и нашел сокровища, которые там спрятаны. Кроме того, босс советует Бетти в течение 3 дней убить всех людей и учеников, которые прибудут на Каменный остров. В следующей сцене будильник Линна, который Сьюзи подарила ему на день рождения, звонит, напоминая ему, что нужно завести его, прежде чем он отправится на Каменный остров. Лин пытается выключить будильник, но засыпает. Однако похотливый будильник продолжает звонить, и Лин не может снова уснуть. В конце концов, ему удается выключить его, но тут он снова звонит, и Лин просыпается, чтобы выключить его. К сожалению, пес уже спал, положив голову на его тело. Утомленный Лин лежит неподвижно и зовет Дин-Донга, чтобы тот выключил будильник. К сожалению, никто не отвечает на его зов, и он вспоминает, что Дин-Донга нет рядом. Чтобы избавиться от плохого настроения, он будет большого мохнатого пса и просит его освободить его, чтобы он смог выключить будильник. В этот момент пес говорит что-то о спокойном и мягком голосе и запахе Лю. Оказывается, извращенный пес каким-то образом научился запоминать запахи девушек. Лин тайно включает диктофон в своем телефоне и записывает голос собаки на аудио в формате 320 кбс. Записав голос собаки, он включает запись и угрожает, что расскажет всем, если собака не будет вести себя как следует. Испуганная собака умоляет Линна не подвергать ее жизнь опасности. Лин, в свою очередь, собирается уходить, но собака каким-то образом завладевает его телефоном и записывает, как он говорит ужасные вещи о девочках. В этот момент обе стороны уже в опасности, и они начинают драться за телефон. В ходе драки сумасшедшая собака проглатывает телефон и заталкивает его в свой тонкий кишечник. Примерно через час школьная система оповещения сообщает студентам, что они должны собраться на площади Белого Нефрита для летней практики на острове Каменного Дракона, где в течение недели будут проходить занятия и наблюдения. Во время этой программы студентам запрещается брать с собой много оружия или магических предметов, так как основная цель программы образовательная. Услышав это, Лин достает свои магические предметы и оружие, чтобы полюбоваться ими. Он восхищается красотой своих магических предметов и играет с ними, особенно с божественными. После того, как его оружие начинает его дразнить, он задумывается о подходящем подарке для старосты класса и старшего Лу, которые помогли ему в бою с Темным рыцарем. Поразмыслив, он наконец-то выбирает в качестве подарка мантию Темного рыцаря и просит передать ее девушке, которая ему очень дорога. Однако Лин говорит ему, что это подарок от Академии и что это его единственная одежда. Собака решает разыграть его и начинает подшучивать над ним, вспоминая его юношеские годы, когда он хотел, чтобы у него были подруги-девушки. Испугавшись, что его снова будут дразнить, Лин берет одежду и бежит к Лю, чтобы отдать ее. Прибежав, Лю заставляет Линна сыграть с ней в игру. Во время игры Лин рассказывает ей о халате и умоляет принять его в качестве подарка. Однако Лю хочет, чтобы он примерил халат, чтобы она могла вдоволь посмеяться над ним. Ей удается подшутить над ним и отвлечь его внимание, чтобы выиграть игру, в которую они играют. Затем, когда она заканчивает, этот гордый болван просит Лин отнести подарок в другое место, потому что она не может принять такой скромный подарок. Разочарованный Лин возвращается в общежитие Шаолиня. Там он умоляет свою девушку надеть халат, который он ей подарил. К сожалению, Шаолин не готова надеть такую дорогую вещь. Затем Шаолин отдает халат Сюань Юаню, но, к несчастью для нашего главного героя с низким IQ, Сюань Юань начинает думать, что он трансвестит, и говорит ему всякие глупости, призывая его принять себя таким, какой он есть. Лин бежит обратно в общежитие, сгорая от стыда. Убедившись, что никто его не видит, он смотрит в зеркало и представляет себя в халате. Через несколько секунд появляется надоедливая собака и начинает дразнить Линна, называя его трансвеститом. Лин изо всех сил пытается убедить собачку, что он не трансвестит, но уже слишком поздно, потому что Лотос, цветок, живущий в его голове, уже записал все его фантазии о том, как он надевает женское платье, и прокрутил их перед собачкой. Теперь Алин плачет от стыда, потому что его обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Во второй раз, когда Лин пытается подарить Шаолан платье, он прячется возле ее общежития и репетирует свою речь. Сью, которая только что вернулась от Шаолан домой, застает его врасплох и дает ему несколько дельных советов, как вести себя с девушкой, чтобы не выглядеть дураком и не быть слишком самоуверенным. Конечно, она посоветовала ему быть искренним. Лин принимает ее совет и преподносит платье в подарок. Услышав, что он сказал какую-то чушь, Сяо Лань спрашивает Линна, почему он так хочет избавиться
избавиться от платья. Лин говорит ей, что оно может затуманить его разум, и Сяо Лань начинает думать, что платье заколдовано. В этот момент из его головы выскакивает Лотос и снова прокручивает видео, на котором Лин в платье. На этот раз Сяо Лань вырывает платье у него из рук и принимает его подарок. Подарив ей платье, Лин просит ее надеть его прямо сейчас, и Сяо Лань смущенно соглашается. Когда она надевает платье, она чувствует, как что-то трепещет у нее в груди, и ее тело меняется. Через несколько минут Сяо Лань, сама того не подозревая, достигает духовного уровня развития, и у нее вырастают крылья. Лин становится таким мелочным, что пытается забрать платье обратно, чтобы самому достичь духовного уровня развития. Шаолин заметно раздражается и пытается ударить его по лицу. К счастью, его спасает система оповещения, которая сообщает, что они опаздывают на экскурсию на остров. Не теряя больше ни минуты, Шаолин хватает Аннабель и летит к гигантскому мечу, прежде чем тот успевает улететь вместе с учителем и другими учениками. На борту меча Сюань Юань умоляет учителя немного успокоиться, чтобы Аннабель и Шаолин успели вовремя добраться до корабля. К сожалению, учитель не собирается тратить время на кучку несчастных дураков, которые постоянно теряются в своих романтических переживаниях. Меч поднимается в небо, а Аннабель и Шаолин на огромной скорости приближаются к кораблю. Шаолин — это та сила, которая помогает кораблю взлететь. Даже на такой невероятной скорости Шаолин не может догнать летающий меч. Сюань Юань и другие одноклассники уже заметили Аннабель и Шаолин, приближающихся к кораблю. Они встают, чтобы подбодрить Шаолин и заставить ее лететь быстрее, чтобы она успела догнать летающий меч. Пока разворачивается действие, учитель по естественным наукам вспоминает свою последнюю встречу с мистером Мин Юанем, когда он, как обычно, принес ей плохие новости. Очнувшись от воспоминаний, она приказывает всем на борту меча усадить этого придурка и приготовиться к полету в космос. Тем временем Япер и его одноклассники-неудачники развешивают плакаты и надписи, призывающие Аннабель и ее парня подняться на борт летающего светящегося меча. Пока не стало слишком поздно. Устав от полета, Шаолин начинает сдаваться. Она спрашивает Алина, не хочет ли он отправиться вместе с ней в ее родной город, на улицу Вермиллион, и поработать там волонтером, чтобы компенсировать пропущенное занятие, на случай, если они не успеют добраться до летающего меча вовремя. К счастью для нее, Эн Лин очень нравится эта идея, поэтому он соглашается провести с ней некоторое время в ее родном городе, чтобы любовь Сяо Лань к нему стала еще сильнее. В этот момент появляется Немрод Ванг, он же Громила, которого Алин побил, и показывает свое улучшенное снаряжение и оружие. Он рассказывает Алину о своих достижениях и говорит, что его нынешнее оружие и сила помогут им добраться до летающего меча в кратчайшие сроки. Шао Лин разочарованно смотрит на Ванга, понимая, что ее планы провалились. Не теряя больше времени, Ванг подбрасывает Шао Лин и Алина высоко в небо, чтобы они смогли добраться до летающего меча. Шао Лин и Алин поднимаются все выше и выше, и студенты встают, чтобы поприветствовать их. Тем временем учительница из мира смертных продолжает вспоминать свою последнюю встречу с учителем нумерологии и жалеет, что не она сопровождала этих надоедливых детей, а не он. Когда она в очередной раз вспоминает об этом, учительница из мира смертных кричит и осуждает ученика за то, что он отказался помочь Алину и Сяо Лань добраться до меча. Через 30 секунд летающий меч наберет максимальную скорость, и они уже не смогут попасть на корабль. Когда учитель досчитал до нуля, Сюань Юань воспользовался силой своих одноклассников и создал с помощью меча трубу, которая протянулась до самого Сяо Ланя и Ань Линя. Учитель был поражен, увидев, как молодые люди пытаются помочь безнадежно больному мальчику и прекрасной девушке, которые его лечат. Сью тоже присоединилась к ним, когда время почти истекло, но все их усилия были бы напрасны, если бы Линь не придумал, как попасть в трубу. И вот, когда все надежды были потеряны, Линь освоил новую технику молниеносного перемещения и с ее помощью перенесся вместе с Сяо Лань на корабль как раз перед тем, как они достигли скорости света. Сразу после того, как они оказались на корабле, все столпились вокруг этого сильного парня, чтобы поздравить его с тем, что он добрался до корабля. Тем временем злодей снова встречается со своим боссом в аду. На этот раз он прибыл со своей армией, чтобы отдать дань уважения небесному верховному существу, как они его называют. Учитель рассказывает им историю о том, как на острове Каменного Дракона, расположенном в районе Небесной Звездной реки, происходили ужасные войны, которые длились более 10 тысячелетий, и в результате остров был залит кровью и усеян трупами более 10 миллионов солдат, людей и демонов, которые искали легендарный артефакт Пурпурной Звезды. В этот же момент злодей рассказывает историю своего клана, выставляя людей злодеями, а демонов жертвами внутренних конфликтов. Из рассказа учителя из мира смертных следует, что люди тоже были злодеями в этой истории. После того, как они так долго пытались заполучить артефакт, люди на несколько тысячелетий отказались от него и начали воевать с кланом демонов, чтобы сократить их численность и не дать им развиваться. Лин задает очень умный вопрос, который никогда не пришел бы в голову ни одному из этих пустоголовых.
Он просит учителя рассказать, проигрывали ли люди когда-нибудь в войне с демонами. Оказывается, люди проигрывали в войне всего 3 раза. И каждый раз это происходило потому, что они не участвовали в войне и были слишком заняты борьбой с другими кланами. Когда она заканчивает свой рассказ, Бетти продолжает говорить о том, что он хочет донести до небесного верховного существа. Вэй Цзи встает и говорит учителю, что войну уже не остановить и что они должны продолжать сражаться до победы. Что касается Бетти, то небесное верховное существо наконец-то дает ему скипетр и заставляет пообещать, что он уничтожит всех культиваторов людей, которых встретит в этом мире. После рассказа о такой трагической истории, учитель из мира смертных дает им возможность послушать музыку, чтобы снять напряжение, и Лин исполняет несколько песен. Таким образом, все готово к финальной битве, и Лин с друзьями отправляются на остров Стоун. Чан Ю и ее второе «я» активируют свою самую мощную технику, чтобы завладеть силой, которая по праву принадлежит им, а Бетти получает улучшенный скипетр в качестве оружия. Прямо перед началом печально известной битвы Тинь Ю и ее второе «я» появляются на другом конце острова Каменного Дракона, где они обе проверяют свои новые способности. Используя усовершенствованную зубную щетку, которую им дала какая-то древняя старушка. Во время ритуала серебряная Тинь Юй пытается проникнуть в сознание своей второй личности, чтобы наконец понять, на что она способна. Через несколько секунд брюнетка Тинь Юй говорит, что она видит, как скипетр подавляет силу острова, и если ничего не предпринять, то может случиться самое худшее. Серебряная Тинь Юй также вспоминает о том, что произошло между ней и брюнеткой. В этот момент появляется экран, и серебряная Тинь Юй видит, как Бадди бродит по острову. Она ненадолго задумывается о том, насколько это вероятно, особенно учитывая, что Бадди должна была сражаться с Цзинь на Млечном пути. Брюнетка говорит, что им следует сообщить об этом Зекину, но серебряная Тинь Юй больше сосредоточена на том, чтобы выяснить, кто эта странная женщина из их видения. Присмотревшись, она понимает, что женщина, которая вывела их из видения, никто иная, как хранительница фиолетового артефакта. Когда они полностью выходят из видения, серебряная Тинь Юй объясняет брюнетке, что щетка, которую они держат в руках, это артефакт, который их матери подарила женщина из их снов. Брюнетка еще больше смущается и спрашивает свою напарницу, почему их мать удостоилась такой чести. И тут высокомерная стерва серебряная Тинь Юй раскрывает огромный секрет, который так долго скрывали. Однако, когда Небесный Союз стал проявлять излишнюю ревность, они установили законы, которые, как они знали, Пурпурная Звезда нарушит. Когда же они наконец нарушили их, они развязали войну с людьми и уничтожили их всех, кроме одной женщины, которая оказалась матерью Цань Ю. В то время, когда Цань Ю был еще младенцем, женщина из их снов передала матери Цань Ю кисть, чтобы та передала ее тому, кто будет нести в себе волю Пурпурной Звезды. Тысячелетиями люди и демоны искали этот артефакт, чтобы завладеть им, но так и не нашли. Оба Тянь Ю должны заполучить этот артефакт, пока еще не слишком поздно. Кроме того, им нужно сделать так, чтобы Небесный Союз был повержен одним махом. Для этого им нужно воспользоваться силой Пурпурной Звезды. Тем временем злодей наполняет энергией Каменный остров, как только узнает, как управлять силой скипетра. Лин чувствует, как меняется атмосфера на острове. В это время владелец скипетра хвалит злодея за то, что он стал первым демоном, который научился управлять силой скипетра. Но даже после этого злодей все еще недоволен собой, потому что он так и не нашел местонахождения Пурпурной Звезды. Небесный Создатель уверяет его, что лично поможет этому глупцу найти его сокровище в руинах. Однако злодей должен будет кое-что сделать для него в ответ, а именно найти всех культиваторов, до которых он сможет добраться, и уничтожить их всех. После этого он наделяет злодея силой пространственного божества и приказывает ему отдохнуть в течение 3 дней, чтобы сила окрепла и злодей стал самым могущественным в стране. Тем временем учитель из мира смертных дает детям наставления, чтобы они были готовы к предстоящей битве. Лин, которая, похоже, единственная из них обладает хоть каким-то здравым смыслом, спрашивает у учителя, как они должны быть готовы к битве, если она специально сказала им не брать с собой никакого оружия. В этот момент учитель решил не обращать внимания на ее слова и разделил учеников на 4 группы, в каждой из которых будет по одному лидеру: Сюань Юань, Шоан, Су и Вэй Цзи, который был очень рад, что наконец-то сможет превзойти Лина, который считал его пустым местом. Назвав всех членов команды, Сяолань очень обрадовалась, что Лин не попал в ее команду, и он сможет присоединиться к ней и быть с ней всегда. К сожалению, учитель из мира смертных разрушает ее планы, назначая Лин в его команду. Лин в шоке от услышанного и спрашивает учителя, почему так получилось. Учитель шокирует всех, говоря Лин, что это потому, что он слишком силен. Ученики вокруг героя Лин начинают возмущаться, отчего этот простофиля немного съеживается. Когда шум наконец стихает, учитель говорит всем обсудить свои планы и стратегию, прежде чем они встретятся в деревне Дингон на следующий день. Что касается награды, то она будет оценивать их по количеству убитых врагов. После этого она распускает класс и оставляет учеников одних, чтобы они могли обсудить между собой, в какую команду они хотят вступить. Лин и Сяолань обсуждают, в какую команду им вступить. Но тут учитель из мира смертных приказывает Лин действовать в одиночку и не вступать ни в какую команду. И как будто этого было недостаточно, учитель усложняет жизнь невинной девушки, и она выгоняет его с корабля, чтобы
чтобы он добрался до деревни до наступления следующего дня. Лин, которая сначала думала, что она шутит, в конце концов тоже оказывается выброшенной с корабля и приземляется где-то в случайном месте. Придя в себя, он проверяет свой уровень духовного развития. Однако, прежде чем его система успевает предложить ему задание, достойное такого уровня, весь каменный остров оказывается охвачен темной энергией Бади. В другой части острова у сереброволосого Тянь-Ю возникают серьезные проблемы с активацией энергии небес, поскольку она постоянно ее отвергает. Что касается ее двойника, брюнетки, у нее не было проблем с использованием энергии небес. Это немного ее раздражает, потому что она завидует себе. Пытаясь навредить себе брюнетке, она дергает себя за волосы, но как только она собирается ее ударить, энергия Бади накрывает весь остров. В то же время ученики на летающем мече тоже замечают темную энергию над островом. К этому моменту Бади уже знал, что они находятся в его пространстве, поэтому он обрушивает на них волны темной энергии и раскачивает их корабль. Учительница из мира смертных делает все, что в ее слабых силах, чтобы защитить корабль, но когда она понимает, что больше не может высвобождать энергию, она просит помощи у учеников. И они вместе направляют корабль в деревню. Что касается Эн Лин, то он использует свою силу лотоса, чтобы выяснить, кто этот негодяй, нарушающий покой на острове. Как только он проявит свою силу, злодей нападет на Эн Лин, которую в конце концов спасет и защитит божественный гвоздь. После этого Лин выясняет, что неподалеку находится небольшая деревня, и решает отправиться туда за помощью. Тем временем ученики и их учитель на летающем мече теряют равновесие и падают с меча, когда тот начинает падать. К счастью для них, учитель окутывает их всех облаком энергии и переносит на вершину деревни Динган. Оказавшись там, она приказывает им активировать защитное построение в деревне, чтобы они могли защититься от врага. Бетти, получив высший ранг и узнав, где находится артефакт, решает выполнить свое обещание небесному создателю и уничтожить всех культиваторов на острове. Для этого он пробуждает силы острова и следит за тем, чтобы они расправились с Энлином. Пока они сражаются, учитель из мира смертных делает все возможное, чтобы удержать построение и не дать зверям прорваться сквозь башню. К сожалению, Лин оказывается окружена этими надоедливыми насекомыми, и вскоре ученики начинают терять сознание. Учительница из мира смертных подбадривает детей, а затем использует всю свою жизненную силу, чтобы отдать все до последней капли. Чжуан Юань, самый благородный из них, достает оружие из хранилища и вооружает остальных мечами и ружьями, чтобы они могли сражаться со зверями. Что касается Тянь Ю и ее напарника, то они наконец-то выходят из того видения, в котором они находились вместе с брюнеткой Тянь Ю, и она наконец-то получает ключ от руин. Сразу после этого появляется злодей во всем своем великолепии и требует отдать ему ключ. Что касается Анны Лин, то она выбирается из ямы, в которую сама себя загнала, и предстает перед нами в сияющем ореоле лотоса, готовая устроить ад на земле для всех чудовищ и монстров.